Все-таки Израиль — это западный проект. Завидев нас, они стали свистеть, улюлюкать. То есть я это в окно наблюдал все там. Я вообще не планировал ни муфтием быть, ни кем, но как бы... Деревню надо любить, но жить в Москве. И я там прям даже увидел некоторые лица, видимо, из МВД, которые меня и искали. Почти что взяли нас вот так в круг и стали вести какой-то хоровод вокруг нас. Вот эта вот история с Амелиной, вот что это вообще было вот для тебя? Вот это, Еще ну так, один. грубо говоря, ну вот это косяк просто, или что это вышло? Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы первый раз собрались в студии Алиф ТВ, чтобы поговорить, как сейчас принято выражаться, поговорить о важном, о том, что вызывает вопросы, о том, что вызывает отклики. Решили мы говорить в формате, который мы сами определили после намаза, то есть серьезно, концептуально, но в таком режиме light, без купюр, открыто, не скрывая своих мыслей и чувств. Ну и поскольку сегодня у нас первая запись, я предлагаю вот дать какие-то общие вводные. Вот, Али Хаджи, мы с тобой вдвоем это начали, эта идея как бы нами завладела, мы решили как-то вот затрагивать какие-то вещи, те, которые нас самих волнуют окружающих. Ты вот, Али Хаджи, сам как для себя определяешь формат, вот для кого это нужно, для чего, зачем, почему? Дай какие-то вот общие моменты, скажем о проекте. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату саляму аля расулилля. Ну, во-первых, наверное, к нашим зрителям обращусь. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Эта идея вообще открытия подкаста на платформе Алиф ТВ, она давно обсуждается, давно мы ее обсуждали и с Ринатом, и внутри команды Алиф ТВ. Долго к этому шли, хотели подойти к этому ответственнее, хотели этим подкастом не просто появиться на виду у зрителей, а все-таки принести какую-то пользу, сделать что-то плодотворное, что-то полезное для наших зрителей. Надеюсь, у нас это получится. Подкаст мы назвали «После намаза». Это название подкаста с отсылкой на то, что спокойно, серьезно, о важном поговорить самое время после того, как мы сделаем намаз, главную нашу обязанность, и уже спокойно можем поговорить в непредвзятой такой обстановке, атмосфере. Темы, которые... Вот, Ринат спрашивает, какие темы, я вижу, мы будем обсуждать или как он будет происходить. Я думаю, подкаст, он и подразумевает вот такое некое произвольное движение, спокойное, что вот в этом выпуске, что в следующих. Но этот выпуск, наверное, я бы предложил поговорить о нас. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мы с тобой уже по возрасту, наверное, перешли в какое-то поколение, под которым сформировалось уже одно или два поколения молодых людей, мусульман, наши зрители будут... Мне, конечно, немножко так это странно осознавать, но, видимо, так оно и есть. Так есть, да. Когда тебя уже спрашивают за твоего сына, это твой внук, тогда вот у меня вот уже такое случается. Вот, тогда ты понимаешь, да. И, кстати, недавно тоже я где-то находился в обществе, где максимальный возраст был 20 лет. Была группа людей, они соседи, там, где я, в принципе, вырос, там меня все знают. И я спросил их, я говорю, а меня знает кто-нибудь? Они сказали, нет, ни один человек из них меня не знал. Я тогда понял, что прошло много лет уже. Я уже много лет не был в Осетии, и, видимо, информационно мы в разных плоскостях тоже находимся. Поэтому... Ну, я вот скажу, что мне иногда в Телеграм присылают сообщения читатели Телеграм-канала с вопросами «Ты, брат, мусульманин?» То есть они не только меня не знают, они даже не догадываются, вообще же мусульманин я или нет. Да, да. И вот поэтому я что я вот предлагаю в этом выпуске. Давай поговорим друг о друге с целью познакомить наших зрителей с собой, потому что вот специфика мусульманского сообщества, она все равно такая, что человек, когда видит незнакомого, он его всегда потом пытается классифицировать как-то для себя.
Ну, чтобы не мучить зрителей, кто мы, откуда, что мы хотим, мы сами расскажем давай о себе. Вот. Такое перекрестное интервью сделаем, да? Да. Чтобы можно было возвращаться потом к этому интервью в следующих выпусках, если у кого-то вопрос возникнет. А кто эти люди, кто вот ведущие? Ну вот, возвращаясь к началу в целом по подкасту, мне просто вспомнилось две такие вот выражения, не знаю, или поговорки. Вот я с вопроса тебе. Вот как ты думаешь, чем разговоры об исламе превосходят любые другие разговоры? Ну, давай, я сам отвечу-то сразу. Они превосходят разговоры об исламе, любые другие разговоры, так же, как сам ислам все остальное превосходит. Поэтому, я думаю, наш подкаст, он как бы об исламе в самом широком смысле, не только, конечно, об исламе как религии, как какой-то духовной, вот, сугубо такой вот вещи, но как об исламе как социальной какой-то модели, об исламе вот в реальной жизни, в реальном окружающем мире, в котором мы сейчас живем. И вторая поговорка, у американцев есть такая. Ты имеешь в виду не в конфессиональном таком контексте, что мы вот какая-то конфессия, какая-то группа, которая не очень-то всегда связана с тем, что происходит вокруг. Нет, в том числе это может быть и какие-то вопросы конфессиональные, групповые, да, но это всегда конкретно то, что реально вот в жизни, то, что вот происходит. Мы не будем уходить в книги, в теоретизирование, там, вопросы правоведения, вероучения, там, манхадж. Мы говорим вот о реальной жизни, о тех реальных вопросах, проблемах, с которыми реальные мусульмане сталкиваются. С гостями будем говорить, будем темы брать соответствующие, вот это я имею в виду. Да, вторая поговорка, которую я вспомнил, у американцев есть такая, что выражение, что неважно, о чем с вами разговаривают, с вами всегда говорят о деньгах. Так вот, я думаю, в нашем случае это могло бы звучать так, что неважно, о чем с вами разговаривают, с вами всегда говорят об исламе. Кстати, такая претензия часто бывает в разговорах с немусульманами, наверное, многие сталкиваются. Почему у тебя постоянно все там сходится к исламу? Почему, о чем бы мы ни говорили, ты начинаешь потом говорить об исламе? У меня ответ бывает такой, потому что это моя жизнь, о чем я могу говорить? Я живу. Вот там, вот это я тоже примерно имел в виду, да. Вот. Хорошо, с чего начнем? Да, наверное, начнем мы тогда все-таки не с самих себя, не с этого перекрестного допроса друг друга, а мы записываем, когда в Палестине вот это все сейчас происходит, в секторе Газа. У тебя какие мысли, вот что вообще ты хочешь, что вообще вот надо сказать по этому поводу? Все-таки мы не можем это обойти. Наверное, откуда начну? Наверное, вообще палестинский вопрос, его вне контексте религии и шариата рассматривать вообще как бы смысла нету никакого. Может, для кого-то есть, вот для меня нету. Поэтому скажу, что для меня Палестина, и потом скажу, что думаю о происходящем. Палестина для меня — это место, где родилось много пророков, где похоронено много пророков. Палестина — это место, где находится святыня верующих людей. И так как я мусульманин и абсолютно убежден, что ислам — это последняя религия с учетом вот ее преемственности, что вот она как от первого пророка, так и до последнего есть определенная преемственность, которую некоторые как-то странно воспринимают, что это вот копия с каких-то религий, да, а на самом деле это вот пророки приходили в разные периоды, разные пророки, и последний пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и умма его, которая должна сохранить смыслы единобожия, поклонения единому Творцу, она является хранителем, правопреемником всего исторического вот этого периода и хранителем этих святынь, этих земель. И для меня вот мечеть Аль-Акса — это первая кибла, которая была во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это храм, который был передан в управление самой там, на тот момент жившей христианской общиной, да, Умар бен Хаттабу. И это место, где живут, и уже давай на людей перенесемся в контексте этого, палестинцы из давних времен, принявшие ислам. Из этих палестинцев часть, насколько я знаю, тоже иудейская, которая приняла ислам. Вот живет там вот этот народ.
И для меня Палестина — это место проживания палестинцев, как коренных жителей, и место наших исламских святынь. Вот я вот так это воспринимаю. Ну да, ну вот в контексте сейчас, вот октябрь сейчас, да. 2023 Да. года. И вот сегодня мы в очередной раз видим акт отчаянной попытки отстоять свою жизнь, свои права, свои земли со стороны палестинцев, которые находятся уже долгое время, несколько десятков лет, под последовательным, непрекращающимся, неослабевающим давлением со стороны какого-то вновь образовавшегося государства, абсолютно несправедливо образовавшегося. И вот это государство сионистское, оно довело их сейчас, забрало у них 90% их земли родной. Это государство довело их до голода, нищеты на своих родных землях, зажало их в каком-то каменном мешке под названием Газа, спиной к морю, лицом к бетонной стене. Это место, где невозможно практически жить, самое густонаселенное место на земле и самое, наверное, бедное место на земле. И им даже запретили рыбу ловить. Вот для меня абсолютно не важно, какими маленькими шажками к этому пришли. Для меня важно, что вот там жил народ коренной, несколько там сот лет, много веков или тысячи лет. И сейчас этот народ остался абсолютно вот в качествах не просто гостя, а в статусе какого-то вора, который залез куда-то не в свой дом, и с которым нужно поступать именно так. Ему надо рубить руки, его надо сажать, его надо выселять. И вот это вот сейчас попытка очередная, как акт отчаяния. И, ну, что я думаю? Ничего, кроме боли от бессилия как-то этому помочь, кроме переживания, которые выражаются в дуа, и надежды на какое-то хотя бы просветление в результате этой акции, ничего другого я не ощущаю. Вот, удручает, конечно, много вот реакций сейчас эти дни, и комментарии, и некоторые статьи тоже выходят. И в среде мусульман, в среде не мусульман. Ну, среда не мусульман, я давно к ней подхожу вообще тоже из общих таких категорий, что о которых сказано в Коране, что иудеи, христиане, они никогда не будут вами довольны, пока вы не последуете их религии, в том числе и либералы, если это религии называть новые. Вот там я ничему не удивляюсь, как бы там никто не хочет видеть правды. Но когда в мусульманском сообществе начинаются разборы, что кто-то неправильно держит автомат, нельзя в сланцах бегать с автоматом, или кто-то очень некрасиво себя ведет, указывает на какие-то преступления с их стороны. Неприятно на это смотреть. Неприятно, потому что ожидать от людей, загнанных в угол, выверенных, спокойных и последовательных действий, кто может? Наверное, только тот, кто не может, наверное, представить, как там плохо. Я, кстати, свое мнение еще строю на том, что я посещал Палестину в 2010 году. И я я посещал и внутренние районы Палестины, и те, которые уже считаются Израилем, и там палестинцы имеют паспорта израильтян, и те, которые не считаются еще Израилем. И был и в Кудсе, и был в городе Халиле. И я видел, как вот именно в прикладном смысле реализуется политика этого государства. Я не считываю там ничего с витрин, я там был внутри. И видел, как и надо мной издевались, видел, как плевали в мою сторону, видев, что я мусульманин. Мы были в городе Халиле, в мечети, и в мечети, в которой в первом ряду, вот в облицовке, в михрабе, до сих пор пробоины от пуль с того случая, когда один радикальный... Да, там большая бойня была, по-моему, что-то
больше во 100 время, человек во время таравих убито намаза было, да. зашел человек, С если можно пулемётом. так назвать, и расстрелял просто там. Борок Гольштейн, по-моему, его звали. Да, его сделали героем потом. Но что самое интересное, и это вот как показатель, я знаю, что там везде так все это происходит. То есть власти что сделали? Они обвинили в несостоятельности служб безопасности мечети палестинской, отобрали у них полмечети, оставшуюся половину взяли под свою охрану, под свой контроль. Нам пришлось проходить через вот эти вертушки железные, несколько кордонов, чтобы в мечеть попасть. Половину мечети сделали синагогой. И все это за то, что вы не смогли исключить того, чтобы вас расстреляли. То есть вот так вот. И ровно с этой мечети начинается половина города, которая оккупирована, и там община, не превышающая 500 человек, вот ортодоксальных иудеев, охраняется 3000 солдат, вот, и ровно половина города им отдана, а сотни там или сколько там тысяч там населения, я не знаю, но оно большое, десятки тысяч людей, они остались на другой половине города. И там, где проходит граница, дорога, палестинцам заварили все окна ржавым металлом, чтобы они не смотрели на еврейскую часть. Дорога широкая, она для евреев. Для нас не пустили по широкой дороге пройти. Нас загнали в тротуар, он огорожен. Мы не имели права выходить на эту дорогу. По этой дороге шагали как бы люди другие. Да, и вот мы там хотели просто внутренний район посмотреть, зашли туда. И такое случилось там тоже инцидент. Это была суббота. И, видимо, была какая-то молитва вот в этой половине мечети Ибрагима, алейхиссалям. И оттуда вышли, видимо, те, кто там службу проводил. Это был такой седобородый старик и среднего, и подросткового возраста вот, люди, да, там человек 20 их было. А нас было человек 5-6. Но видно было, что мы мусульмане. С нами были палестинцы. И я был тоже. Я же в делегации там муфтиев поехал. Ну, и вот, да, каракулевая шапка, вот эти вот все доспехи наши. Нас считали, что мы мусульмане. И как они нас увидели, вот все, мы же им ничего не сделали. Вот просто люди выходят из своей, условно, мечети, из синагоги. Завидев нас, они стали свистеть, улюлюкать и что-то кричать. Я же не понимаю их язык. Я спрашиваю палестинцев, что они говорят. Они говорят, матерят вас. Они просто грязными словами, говорят, сейчас не буду, говорит, переводить. Вот. И они вышли и двинулись в нашу сторону, подошли к нам и почти что взяли нас вот так в круг и стали вести какой-то хоровод вокруг нас. Прямо около блокпоста. Мы как раз дошли нам до блокпоста, сказали, дальше вы не пойдете. И вот солдаты стоят вот с направленными на нас автоматами, эти вокруг нас танцуют, и мы вот в таком состоянии. И ты понимаешь, что это везде так, то есть вот это отношение, вот это. Поэтому очень печально, что некоторые братья, они исходят из каких-то вот, ну, не знаю, где-то далеко кто-то сидит и в комфортных условиях оценивает степень адекватности человека, загнанного, да, в такое отчаянное положение. Ну да, сейчас получается, ну, как бы со стороны Израиля такая линия, что вот палестинцам, как в басне Крылова, виноват ты тем, что хочется мне кушать. Да. Что бы ни случилось, в любом случае ты все равно сам будешь виноват, просто потому что мне так надо. Я, кстати, вот по поводу палестинцев, от личного опыта, я в Палестине не был никогда, но много общался, плотно общался с палестинцами в Москве, когда еще жил. И история одного меня очень она так заинтересовала, запала в память. Он палестинец, но он еще помнит время, ну, в семье, как бы традиция, семейное предание, что они помнят еще то время, когда они приняли ислам. До этого они были иудеями, это был еврейский род, я не помню сейчас из какого города. Они помнят еще свой период иудейский, этот род. Это примерно в османское время они арабизировались, приняли ислам, и он сам такой очень даже серьезный арабский националист. Вот, но происхождением они из палестинских иудеев. И сам он вырос в Сирии, в семье беженцев, никогда не был в Палестине в самой. Ну, они хорошо помнят, где их могилы, где их дом, там чуть ли не документы хранят родители. Сам он вырос в Дамаске, вот этот мой знакомый. И он не имеет права поехать в Палестину. Человек, который знает на 1000 лет свою историю, где могилы, где чего,
он не может быть гражданином и не Потому может что он вообще мусульманин, поехать, даже да? как турист туда не может. Потому что он палестинец. Потому что те, которые были изгнаны, они не могут вернуться обратно на эти территории, которые были изгнаны там, в 1948 году и позже. При этом я знаю, например, людей, несколько семей, где гражданство Израиля получили люди, которые даже не евреи. Они получили их по программе как член семьи еврея. Вот. Причем один получил гражданство как член семьи еврея. Это муж еврейки, которая вообще по вероисповеданию даже не иудейка, а христианка. Она умудрилась все равно получить израильское гражданство. Люди, которые не имеют никакого отношения ни к Израилю, ни к Палестине, просто они считались в советское время евреями. И на этом основании вот они туда приехали. Или, например, еще есть одна знакомая армянка, тоже замужем за даже не евреем, а полуевреем, так если уж как бы брать, да, то есть по одному из родителей. Вот. Эти люди получили гражданство Израиля, могут жить на этой земле, не имея к ней никакого отношения. А вот человек, который знает вообще всю историю этой земли и корнями в нее врос, он даже туда не может поехать. Ну, это же глобальная какая-то вселенская несправедливость. Как такое вообще может быть? И весь мир это понимает, и все закрывают глаза и как бы понимают, что, в общем, что-то здесь не так, но никто ничего не может поделать, и как бы вот исходит из того, что, ну, может, оно как-то там само собой рассосется, куда-то эти палестинцы исчезнут, мы как-то все всплакнем, ну, и забудем, и будем дальше жить, как будто бы ничего не было. Да, вот так ситуация получается. То, что предлагается, вот исходя из реакции сообщества, вот сейчас много там российских тоже всяких там звезд, шоу-бизнес, я даже вчера там полистал, посмотрел там, да, кто же там что говорит. И вот если резюмировать, то есть, а что вы предлагаете? То есть вот те, кто считают, что палестинцы не имеют права на сопротивление, что вы предлагаете? И, кстати, некоторые мусульмане, они этого не говорят, но на самом деле это и выходит, как бы, да, резюме такое, что им предлагается палестинцам, то есть спокойно досидеть, доумереть с голоду или быть довыселенными. Потому что сама вот общее движение израильской политики, оно же другой альтернативы не дает им. То есть вот они пришли, у них был там пару процентов территории, они поселились туда, и сегодня ровно наоборот ситуация. И это же никто не называет со стороны Израиля недоразумением. То есть, ну да, мы же видим вот по интернету. Так получилось, вот эти и мы карты. не знаем как. Да, это последовательная политика. И тогда что предлагается этим людям? То есть просто, да, вот как удав кролика душит потихонечку, им предлагается кролику не дрыгаться. Просто вот все нормально, не беспокой никого. Запачкаешь, кровью запачкаешь, меня запачкаешь, там удава запачкаешь. Поэтому, пожалуйста, вот да, терпи. И вот это очень странно. То есть получается, что если в мире преобладает такое мнение, и среди мусульман даже уже начинает это все получать какую-то популярность, то, ну, я думаю, остается надеяться только на что-то внесистемное, в непривычных, да, в необычных каких-то категориях, что что-то вот пойдет по правилам, которых мы не знаем, как в этом мире что-то вот где-то трескается, где-то меняется вот по божественному провидению, да, вот Аллах вот какой-то заложил там механизм, мы его еще не можем считывать, но вот я надеюсь, что вот вопреки всей вот этой логике это сломается и посыпется. И, в принципе, хадисы это же подтверждают, то есть если мы будем рассматривать вот это время освобождения этих земель, которое упомянуто в хадисах, и считать, что это что-то резкое наступит, наверное, вот сейчас тоже такое. То есть непонятно, как вот логически может к этому перейти, но я надеюсь, что это вот как-то... Ну так, если рационально рванет как бы, оценивать, то, конечно, ситуация тупиковая и критическая. И как бы там мы не говорили бы про какие-то там неудачи Израиля, но очевидно, что политика, которую они проводят, она эффективная. Да, и они побеждают. Они постоянно, ареал обитания палестинцев, он сужается. Да, и однажды просто в конце концов придет к тому, что их практически там не останется. И как бы скажут, ну а тут же уже никого нет палестинцев, мы тогда эту территорию, в общем, забираем, и весь мир как бы ну, и вполне возможно, ну, да, эта акция тоже. То есть если даже она не была планируемая, ну, со стороны Израиля, то как карт-бланш сейчас ускорить вот этот процесс, они, естественно, будут это рассматривать. У меня вот
возвращаясь опять к реакции, меня возмущает реакция некоторых мусульман, как они в этом винят палестинцев, как бы, да, что, ну, есть такая притча арабская про овец, которые договорились все-таки слушаться, как бы, этого, да. А один там решил покинуть кошару. Вот. И они все на него набросились и говорят, что вот из-за твоих действий нас всех перережут. Он говорит, а нас и так будет резать. Ну, как бы мы для этого нас и держат, чтобы резали. Поэтому вот что-то. Ну и конец этой притчи такой, что когда хозяин вышел утром, он увидел, что эти овцы забили вот эту овцу насмерть, чтобы она не портила ему вот это благоденствие. И в благодарность за это он сказал, что он понял, что произошло. Ну, это такая сказочка, да. Он понял, что произошло, и сказал, в благодарность за вот эти заслуги ваши, я теперь не буду вас грубо тащить на бойню, а буду делать это легко, спокойно, не причиняя вам боли. Ну, видимо, в Израиле тоже слышали эту историю. Да, наверное. Вообще то, что палестинцы, в принципе, до сих пор еще сохранились на этой земле, это само по себе уже чудо. Потому что, когда Израиль планировали, то, наверное, ну, скорее всего, как бы исходили из опыта предыдущих аналогичных как бы западных проектов. Все-таки Израиль — это западный проект, и евреи же туда приехали из Европы. Ты имеешь в виду, как с индейцами? Это, да, это поселенческий, так называемый сеттлерский проект, вот как Новая Зеландия, Австралия, Южная Африка, Америка, Канада. То есть, ну, видимо, думали, ну, как индейцы, как аборигены Австралии исчезнут, и как бы... Ну, сейчас все извиняются, ну, конечно, сейчас легко извиняться, когда их уже нет. Да, там я в Америке платить видел даже какие-то компенсации. музей там, да. вот этой трагедии и кто-то, индейской, наверное, да. многие даже искренне сожалеют, что так получилось. Ну, как бы уже проблемы не осталось, сейчас это уже проще все это делать. И, в принципе, наверное, палестинцам примерно такая же участь предполагалась. Проблема только в том, что они не согласились, они не ушли, они не растворились. Они продолжают сопротивляться, и они помнят, я знаю палестинцев, у них у всех карты дома висят, они помнят свои деревни. У многих даже документы есть на эти дома, из которых их выгнали. И они планируют вернуться, и поэтому эта проблема, она еще на долгие-долгие десятилетия, и как это решится, честно говоря. Очень меня тронул момент, вот сейчас непонятно. видеоролики появились в сети, когда через эту брешь, которая была взорвана в стене бетонной, выходят палестинцы и смотрят на эти плодородные земли, которые вот сейчас они еще там урожай не собрали, там все цветет. И один из мужчин, он идет, и он плачет, и как бы повторяет, это наша земля, говорит, наша, у нас, говорит, ее забрали, вот эту землю, говорит. И вот он идет, и ты понимаешь, что вот он даже, ну, он готов даже заплатить своей жизнью вот за этот вот момент хотя бы, чтобы немножко побыть вот на своей земле, хотя бы вот так ее увидеть, потому что он ее давно уже из-за этого забора и не видел. С другой стороны, есть статистика, вот недавно даже было в контексте всей этой истории, что там где-то половина, что ли, или 40% детей в Газе думают о самоубийстве. Ну, потому что нет перспектив, нет будущего, нет еды, конечно, нет воды, нет электричества. Каждый год бомбардировки, каждый год похищения, 1000 людей в тюрьмах. Ну, о чем тут еще думать? Не уехать, не заехать. Рыбу запретили даже ловить. То есть их прижали к морю и сделали там какое-то сколько-то метров отчуждения, там все, и рыба на мелководье не водится. Им нельзя в море даже заплыть, рыбу поймать. Что им делать еще? В общем, это поможет им, долгая история. Мы, наверное, по этому поводу, скорее всего, наверное, будут даже поводы еще. Сделаем отдельный подкаст, кого-то пригласим, с кем-то будем глубоко говорить с самого начала, как это все начиналось, куда это все может привести. Сейчас, я думаю, возможно, наверное, есть смысл тоже перейти дальше. Знакомых палестинцев можно будет пригласить. Да, есть много послушать. палестинцев знакомых, есть много арабистов, которые занимаются палестинским вопросом, могут рассказать вообще предысторию, как это все, какие есть вообще варианты, или нет уже вариантов. Это как бы тема для отдельного уже разговора. Я думаю, надо нам уже перейти к нашему с тобой разговору. И я вот давно хотел спросить, вот такой повод. Вот эта вот история с Амелиной, вот что это вообще было вот для тебя? Вот это, ну, так, грубо говоря, ну вот это косяк просто, или что это вышло? Не, если так оценку давать, вообще, я думаю,
роль Амелиной, наверное, переоценена вообще вот в этом деле. Если его вообще можно, ну, как какое-то дело... Ну, зрителям скажу, да, я... Да, давай напомним вообще, что за Амелина, наверное, уже многие не помнят. В 2008 году это мы динозавры. Я был избран муфтием Республики Северная Осетия Алани. Был я избран муфтием, наверное, вопреки всем каким-то существующим правилам. Я сам не понял, как да, я подтверждаю, все-таки это как бы такой несистемный такой сбой какой-то, да, произошел. Да, я потом уже анализирую, думаю, слушай, ну... Все ахнули. Получается, что я, наверное, первый вот за новейшую историю ислама, если там после 90-х ее считать, после развала Союза, я был первый муфти, который учился в Саудовской Аравии. То есть такой ваххабит, с исламского университета. Еще вроде как бы русский, и да, вдруг еще в Осетии. А потом еще я вот это вспомнил, что я же еще единственный русский этнический муфти, получается. Это мы еще поговорим про русский, не русский. И то есть вот вопреки всем каким-то правилам, которых я тогда не знал, я не мыслил тогда такими категориями, для меня это выглядело очень просто. Я нахожусь в Медине, в Саудовской Аравии, учусь себе на факультете проповеди, и со мной связываются представители нашего духовного управления. Да, я не был для них неизвестным человеком, потому что я был заммуфтием по делам молодежи. Но это была такая номинальная моя... Я только вот летом возвращался, и из-за того, что был какой-то определенный, видимо, у меня авторитет среди молодежи, муфти меня попросил войти вот в структуру муфтиата и вот, заниматься молодежью. Ну, я согласился. Наверное, больше для меня это было вот, ну, возможность как-то вот легально работать, заниматься своим любимым делом. И вот со мной связались как с одним из аппаратных вот этих людей. То есть вот в муфтиате кто у нас есть? То есть там у них случилось, что Совет Духовного Управления, они решили сменить муфтия, то есть они сняли существующего муфтия. Там они проголосовали и как бы сняли с должности существующего муфтия, не подумав о том, а кто будет следующий. Я так понимаю. То есть у них какой-то некий кризис тоже был, да? Они не думали, знали, что дальше. Делать, да. И когда пришел вопрос, так, ага, здесь мы этот вопрос решили, там какие-то внутренние у них тоже были передряги. Этот вопрос решили, что дальше, и вот они со мной связались и говорят, слушай, кому-то надо быть муфтием, а у нас духовное управление такое было, знаешь, оно сформированное было в какое-то странное время, там пару человек намаз делали. То есть это, скорее всего, был интеллектуальный кружок этнических мусульман. Там были люди, которые в президенты республики баллотировались, это заслуженные юристы, еще кто-то, ну там вот всякие министры, замминистры. И они вот, видимо, поискали и думают, ага, вот он, наверное, подойдет. И вот они со мной связались и говорят, что... Почему я говорю, они сначала один, я говорю, ну это может твоя инициатива, я вообще не планировал ни муфтием быть, ни кем, ну как бы, мне же сейчас учебу надо оставить, чтобы этим заниматься. И вот со мной прям вот все духовное управление по очереди, там скайп тогда был, связались и подтвердили, да, мы, говорит, хотим, вот если у тебя есть эта возможность оставить учебу и приехать, вот. Я, честно говоря, так, ну не очень-то думал, но вот потом как-то у меня перевесило все-таки. Думаю, ну хорошо, пойду попробую. И то я, в принципе, так и ехал, что вот ну, смогу вот вклад какой-то внести свой. Я, на самом деле, видел внутри муфтиата, что можно сделать, что можно на пользу общины сделать. Потому что муфтиат все-таки... И до сих пор многие муфтиаты остаются вот в каком-то завхозном состоянии, которые своими делами занимаются, не занимаются развитием какого-то сообщества. Ну, вот я решил поехать. Вот поехал. И интересно так, кстати, вот когда я приехал и произошло заседание Совета Духовного Управления, они вот для протокола проголосовали, это же такие вот в основном люди были, вот протокольные, там вот все, системные, вот, и проголосовали, и вдруг началась какая-то буча, сейчас уже буча другое означает слово. Вот, возмущение, глава республики был возмущен, кто это такой вообще, откуда взялся. Там другие, муфти Северного Кавказа, а он вообще кто такой, и как это вообще получилось. То есть я так понял, что наше духовное управление не особо погружено вообще во всю систему духовенской работы,
Оно просто сделало, как вот можно. Косяк был с их стороны. Как можно по закону получается. они сделали, а потом им сказали, что вы вообще что тут натворили. И у меня там целые полгода, наверное, заняла вот это вот какие-то бойкоты мне все устроили, какие-то слухи, он ваххабит, да, там не же ваххабит, параллельный муфти еще спецслужбы. какое-то время существовал. Ну, как бы параллельный, который Ну, да, он называл себя муфтием. Нет, они, знаешь, что придумали? Они придумали такую отговорку, я имею в виду, на наше духовное управление, когда на них стали со всех сторон возмущаться, разные курирующие министерства, там, что у нас же не встроено в структуру, это же общественная организация, духовное управление, но есть некое курирующее министерство по делам национальности, в общем, например. как везде в России. Да. И когда Примерно. на них вот уже обрушились они придумали такое, что мы его не выбрали муфтием. Это временно исполняющий обязанности. Все, в Рио. А будет съезд через 6 месяцев, и там выберут муфтия настоящего. Ну, так получилось, что там же меня и выбрали, как бы, да. И вот такое какое-то легализация случилась, и все как-то тоже, окей, хорошо, муфти. Тоже придумали уже, что до этого говорили, что как может быть вообще русский этнический муфтием, это чуть ли не плевок в лицо, кавказский муфти так говорили. А потом придумали, что мы, говорит, все русские, как бы, по гражданству, ничего страшного, как бы, да. Главное, ислам. Уже тогда они так готовы были Да, рассматривать. вот такие разные, как бы, да. Я думаю, что, наверное, еще и запутались во мне многие. Я думаю, что какая-то часть думал, что я некий такой проект, может быть, там, я не знаю, каких-то служб. И, не может же быть так, что вот, простой парень, и откуда он взялся вообще? Так же не бывает. Вот. А у меня вот, как-то так, у меня много в жизни вот так получается. Такая классическая история сбоя такой вот системы. Да, вот что-то такое, да. О чем мы заговорили про муфтия? Амелина. Амелин, да. И Всё. вот, короче, появляется Амелина. Все, да. Почему появилась Амелина? Да. Амелина появилась потому, что я же... Видимо, кто-то не смирился все-таки. Вот, я тебе скажу, кто. Я же русский и по умолчанию как бы православный в будущем, в прошлом. Астагфирулlah. В прошлом. И, следовательно, очень такой деструктивный пример, как бы. И вот РПЦ, они с самого начала, им вот это все не понравилось. Вот этот, как бы, вот мое появление, оно какое-то было, они нервничали от этого почему-то. Хотя официально же так транслируется, что вот религии, конфессии, мы все дружим, там этот. Но я видел всегда вот какое-то такое недовольство. Да. Потом я уже понял, да, я же, наверное, кто-то меня расценивал, что я там религию свою вот, там поменял, там предал, не предал, там. И вот такое раздражение, оно было всегда. С первого дня моего появления у меня всегда были раздраженные отношения с РПЦ. Вот такие, я их чувствовал. Официально, да, там все же мастера официально говорят, что все религии, они правильные, что все люди правильные, что все это... А вот де-факто там, конечно, другое отношение. И я почти что уверен, что Амелина, как православный вот такой вот... Она же такая правая, радикальная же в одно время была, православная такая. У нее была какая-то деятельность вот за такие жесткие прям меры по чуть ли не христианизации. Там, такие позиции были у нее. Да, наверное, можно так сказать. Но не думаю, насколько это, не знаю, насколько это прям искренне. В общем, это она уже как бы другой из вопрос, этого да. исходила. И мне кажется, вот она с той была, стороны просто пришла, взяла интервью. Не знаю, изначально ли она думала пускать это интервью в общее пространство, специально ли задавались эти вопросы или нет. Но я как молодой, неопытный, неграмотный, где-то обольщенный собой, расслабившийся такой. У меня еще там был такой период, когда вот все получалось. Вот все, что хочешь, оно как-то получается. И отношения со всеми, и мечети мы строим, и что-то реставрируем. Причем она, по-моему, представилась, что это, мол, как бы не для какого-то медиа-интервью, не для СМИ, а это так, для научного исследования, они просто пришли поговорить. вдвоем как представители Центра стратегических исследований. И для меня это была беседа с экспертом. А с экспертом ты же можешь более свободно и на более глубокие, на корневые эти указывать. Это же не для прям публикации слова в слово. Более того, то, что она из этого института, там же в то время был вот этот печально известный такой Раис Сулейманов, где-то там маячил рядом Силантьев, там, и все остальное. Там, так далее. Я не знал тогда этого ничего. Одна из моих ошибок, которую как бы
считаю, ошибка, это то, что мне неделю говорили, что вот некая Амелина хочет поговорить. Надо было погуглить, надо было посмотреть. Я с ней познакомился постфактум, пост вот этого шума. То есть я уже почитал о ней и так далее. Поэтому, по ее словам, она это интервью не для этого брала. Но в этом интервью некие недоброжелатели узрели хороший материал для компрометирования. И вот создали вот такой инфоповод на ровном месте, что я нелестно об РПЦ отозвался, я там назвал имена некоторые и т.д. и т.п. Там был такой владыка там у них тогда. Не буду, ладно, он уже в живых, его нету. Вот. И то, что мне по линии пришли возмущения по линии вот такой, закулисной, это все были на тему РПЦ. То есть там не было, что хатаб, не хатаб, там вот этот мой радикальный период, который я упоминал в интервью, что я раньше был таким радикальным, да, исламским юношей. Вот нет, там все было, что как, это же РПЦ, так нельзя, там все прям дрожали. РПЦ хороший такой ресурс административный. Ну и неудивительно, это же Россия, это Москва, это же православное такое. Вот. Не надо было, наверное, этого говорить, хотя так, особо что я сказал? Сказал, что они не дорабатывают. Там вопрос был провокационный в чем? Что почему Русская Православная Церковь проигрывает в своей активности и популярности в Осетии в последнее время у молодежи. И это правда так было, потому что они с чего делают выводы? Вот мы же везде вместе ходим, а молодежь спрашивает только вот муфти, только вот наших представителей. Мы по университетам, по ведомствам разным, с лекциями, с этими. И видно, что вот такая есть как бы популярность. Ну, я тоже возьми и ляпни там, что, что они, плохо делают, наверное, свое дело, плохо занимаются своими профессиональными обязанностями, лентяничают. Вот. Что-то вот такое я не помню уже. Вот. И это очень сильно прям вот взбесило там все это. Вот. Поэтому я не знаю, то есть... Давай так, вот Амелина сказала, что я не для этого брала это интервью. Не мне она говорила. Вот если тот, кто мне передает слова Амелиной... опубликовала-то она его просто как интервью. Да. Она, то есть вот если правду говорит тот, кто мне передал ее слова, ее слова такие, что я интервью брала не для этого, но при обсуждении этого интервью постфактум какие-то вот там заинтересованные лица появились и сказали, вот, круто, давай, вот это сейчас. Потому что не просто же интервью опубликовали. То есть вот представь, выходит интервью, и в 8 утра, вот выходит интервью, и в 8 утра сразу же формируется несколько съемочных групп, на нашем телевидении местном, и они вот так по селам разъезжаются, по имамам, старикам, и говорят, вы знаете, вот муфти вот такое сказал. Те говорят, нет, так нельзя, это неправильно. Все, они все слетаются и делают сразу выпуск подведения там, недельная какая-то программа у нас была, и как раз по времени попала. И вот муфти вот так-то это, вот так сказал, это недопустимо, сейчас ему все хана, и т.д. и т.п. И вот такое, короче, устроили. Тут я сижу там про себя смотрю хана передачу. Же там, в смысле, отставка, тоже не моментально же это произошло. Это же там несколько месяцев еще потом оставался. Нет, муфти. Месяцев там не было. Там занял, знаешь, время какое. Меня не было вообще в республике. Я уехал на Умру, по-моему. И это вот этот взрыв вот тогда произошел, информационный. Вот пока я возвращался и получил вообще какую-то возможность что-то откомментировать, там уже был такой иджма. Все сошлись на том, что как минимум я человек, который оказался не на своем месте, потому что я не могу обеспечить вот это мирное сосуществование разных конфессий, религий и понятно почему, потому что он, оказывается, еще и радикалом был. Вот так это все упаковали. Я уже пришел, мне просто наблюдал со стороны за этим всем какое-то время. Потом, когда я уже понял, что то, что мы строим, все рушится, рассыпается, думаю, зачем сейчас из-за себя? Я же не являюсь тем столпом, на котором либо все держится, либо должно все рухнуть. То есть отношения, вот эта дискредитация общины. Я уже подумал, что надо просто, наверное, сделать шаг назад и продолжить свое любимое дело,
Ну, хорошо, не туда меня занесло, поеду обратно в Медину, доучусь. Вот так. Ну вот тогда вопрос просто уточняющий по поводу вот. Ну ты вот себя как определяешь? Сам ты русский, не русский, осетин? Вот, как это понять? Ну, на самом деле, многие люди спрашивают вообще, а он кто, чё? Ну, как бы это вопрос такой горячий. Национальный вопрос, как правило, всегда интересно. Ну, национальность же по отцу, как бы, да, вот отец какой национальности, вот человек такой национальности. Отец у меня русский, я рожден от русского отца и матери осетинки в смешанном браке. Родился я в Москве. Но мои родители переехали в Осетию, на родину моей матери, когда мне было 3 месяца. И, естественно, я вырос там, в Осетии. Я воспитание получал осетинское, в осетинском обществе. Отец уже после этого, то есть после переезда, он часто отсутствовал до моего принятия ислама. Отец умер. И то есть я вот вырос и взращен, и сформирован я в осетинской культуре. И поэтому во мне вот такие две половинки, которые одинаково я воспринимаю. То есть я вполне органично себя чувствую чужим в России и очень органично могу со стороны посмотреть на осетинскую вот составляющую свою, вот оценить ее вот так со стороны общества, вот его некоторые особенности. Вот. Но больше, наверное, знаешь, как это проверяется? Вот когда кто-то несправедливо ругает русских, например, или осетин, да, я заметил, что во мне больше срабатывает возмущение, когда осетин ругают. Вот, я понял, что это во мне преобладающее, как бы, да. То есть, ну, или я радуюсь успехам осетин больше, например, да, чем, ну, не знаю, вот даже спортсмены, да, там, вот станет олимпийским чемпионом, там, борец осетин, я радуюсь. А станет, например, Андрей Власов или там кто-нибудь, какой-нибудь условный русский олимпийским чемпионом там по борьбе, я, наверное, не буду так сильно радоваться, вот оно будет пониже. Поэтому это же сказывается свое тоже. Я прям, ну, я там вырос, я на осетинском разговариваю, ну, сейчас уже 10 лет меня в Осетии нету, чуть-чуть надо, наверное, уже будут пробелы, но я как бы вот, я хорошо понимаю вот ментальность, прям вот через свою кровь. Вот осетин, все, это все знакомо, все близко. Вот, поэтому... Ну, а сами осетины, они тебя воспринимали как за своего, за осетина, или они считали, что вот это как бы... Да, меня вообще никто не считал никогда как русского. Меня как русского никто не знал. Еще фамилия Евтеев, она созвучна с некоторыми фамилиями осетинскими. Елеев, Есеев, там дегорские фамилии, да. Вот, поэтому я же и внешне не похож по генотипу на русского. И говорю тоже где-то с акцентом. И мой язык общения осетинский очень часто был. И, ну, и я в Осетии жил. И меня никто не считывал вот так, что я русский. Я сам даже забывал про это вот очень часто. Я помню, в школе вот мы там хулиганили, и была какая-то вот у нас бзык националистический, но я себя вот, даже будучи неким организатором, я забыл, что я русский, как бы, вообще-то. А русских не было вот в окружении? Там, ну, я жил в Беслане, я рос в Беслане. В Беслане были разные люди. Русских, ну, давай так, вот я жил, например, в частном секторе, и вот наш переулок, 22 дома, там был один русский дом. То есть я имею в виду к тому, что если было много русских, то могла бы какая-то группа тоже быть осетина, быть русский. Ну да, я вряд ли бы там был. Не, я вряд ли бы там был. Идентифицироваться. Я вряд ли бы там был. Потому, вот если бы я рос в русской семье, да, и в Осетии, там вот, да, там есть такое, ну, в Осетии есть русские, которые, они в основном друг с другом общаются. А я же в осетинском доме жил, и как бы у меня вот перепрошивка полная вот всего русского. И даже, я помню, вот моя бабушка в Москве, она вот всегда так, у вас там, она вот так со мной разговаривала. Вы там, у вас там. Даже она, в общем... Да, хотя вот я ее внук, как бы она... Да, не русского. Да, да. Ну, давай тогда твоя очередь. Моя очередь. Так, давай я о тебе поспрашиваю. Не только для зрителей, но и сам тоже, я не все знаю. Как бы про тебя мы с тобой... Да я и сам не все знаю. Да, да. Мы с тобой работали плотно по Алиф ТВ в 2017 году.
вот мое знакомство с тобой вот личное, оно вот тогда как бы началось вот здесь вот в Стамбуле. Вот. А до этого ты для меня был Ринат Мухаметов, чье имя я часто читал как автора статей. Был такой islam.ru сайт. Тогда не было никаких соцсетей. И вот сайты, веб-сайты, это были вот основным носителем информации. И для меня это был islam.ru. Это такой, это была заря моего ислама. То есть я в 96-м принял ислам, да? А когда islam.ru, когда он начал работать? Ну, он начал с 2000-го, ну, когда вот, еще практически толком интернета не было в России. Ну, так как-то уже к середине нулевых уже был. Ну, вот для меня это был авторитетный источник и авторитетный вот такой вот человек там есть, Ринат Мухаметов. Вот. А больше я так особо ничего не знал. Поэтому у меня вот вопрос. Ты родился где и твоя практика ислама осознанная, она была прям вот, ну, с детства ты воспитывался в такой семье практикующей или в какой-то момент начал, и причины какие были этого? Я родился в Москве в 80-м году. Как мой папа все время говорил, год Олимпиады. Такой момент был очень, видимо, знаковый для людей того времени. Они этот год запомнили, потому что там Олимпиада была. Родился я, в татарской семье, в принципе, надо сказать. Но мама у меня русская. Правда, мама умерла, когда мне было 6 лет. И, в принципе, в основном круг общения, как бы мое окружение было такое с папиной стороны. Ну, было, в принципе, это московские, советские татары с уровнем ислама, ну, таким вот татарским на уровне вот поминок, меджлисов. Вот, а вот корни отцовские откуда плана. Они? Если за Москву нижегородские татары. Нижегородские. Так называемые мишари, как вот нас называют. Хотя сами нижегородские татары как-то, и вообще те, кого называют мишарами, сами не так часто это используют. А что слово мишары, его этимология? Термин вот один из субэтносов татарской нации. Это те татары, которые живут западнее Татарстана, с западной стороны Волги. За Волгой. Да, это вот... Оно что-то означает, это слово на татарском, мишарь? По-моему, нет, это просто термин, название. Ага. А само название там есть много тоже версий такое? Вообще, откуда оно появилось, что это значит там и как. Это, мы сейчас не будем выдаваться в подробности, там куча разных попыток объяснений, но однозначного нету. Ну, насколько я вообще знаю. То есть это татары Нижегородская область, Пензенская, Самарская, Ульяновская, вот эти области. Они немножко отличаются от татар казанских, там и по диалекту, там по культуре. А в доме, в семье на кухне. татарском языке вы говорили? На татарском отец говорил на татарском, его все братья, сестры, двоюродные, троюродные, все 100% говорят на татарском до сих пор. Ну, на таком татарском, естественно, не литературном, там это не язык тукая. Вилки-лар, ложки-лар. Гаязы исхаки. Это такой вот, да, уже суржик такой, переход на русско-татарский какой-то диалект. Но, тем не менее, они говорят, и они между собой на нем говорят, общаются. С нашего поколения уже, то есть мои братья, сестры, там, двоюродные, троюродные, не говорит уже ни один. Ну, вот кто вот уже вырос в Москве, включая меня, я очень на совсем начальном уровне татарский знаю. Даже живя в Турции уже, вот, говоря по-турецки, я стал понимать татарский через турецкий. Вот. И у нас был один мой троюродный брат, он немножко говорил на татарском, после того, как на лето поехал в деревню Нижегородскую область, вернулся, немножко говорил, но потом забыл. А ты сам вот в деревнях бывал, вот когда рос? Был один раз. На несколько дней как бы ездили, да. То есть так, это вот, в этой среде примерно такие были установки, что деревню надо любить, но жить в Москве. То есть мой прадед, он переехал в Москву еще до революции, еще в 30-е годы, ну как после раскулачивания. Глобальный такой был вообще водоворот, который вот заварил вообще тогда в Советском Союзе, ну как бы вот в Советской России, в России советского периода, вот эта коллективизация, раскулачивание, создание колхозов, которое просто перевернуло вообще все государство, народа перемешало, миллионы людей. Вот он как бы тоже, в общем, это его захватило, и он перебрался в Москву, где со временем там осел и, в общем, стал москвичом. Хотя, по-моему, по-русски так толком не научился говорить. Ну, уже потом вот, собственно, мой дед вырос в Москве, уже высшее образование получил. Школа в Москве, а высшее образование потом? Все в Москве, причем как бы в Москве это...
я вырос на Красной Пресне, и это как бы вот важная часть такой вот, если я сам себя сканирую, смотрю, то вот именно для меня может быть важное даже не то, что там я москвич, для меня может важнее именно то, что я с Пресни. Вот эта принадлежность к району, она какое-то играет большое значение. Ну вот, какие-то вот улицы знакомые, какая-то история связана с этим районом. Все-таки мы росли. Просто как москвич, для меня районы Москвы ни о чем не говорят. Ну да. Но в рамках Москвы это играет значение для москвичей. Это центр? Это центр, это метро 1905 года, вот если по метро в Москве принято по метро ориентироваться, то это метро Краснопресненское 1905 года. То есть это близко к Красной площади? Ну, относительно близко. Но это за Садовым кольцом. То есть есть часть Пресни, которая внутри Садового кольца, там, где Патриарший, и сюда вот ближе. А я все-таки за Садовым кольцом вырос уже там в той части Пресни, которая заводская Пресня была, где революция 1905 года. А что тебе, вот, ты говоришь, как-то идентифицирую, что это тебе дает? Что это за идентификация, что ты вот Красная Пресня, вот какие-то вот... Так даже сложно, когда я надеюсь, это же не то, что ты вот белый человек, как бы. Нет, это просто какие-то эмоциональные вещи, принадлежность к какому-то определенной истории, какой-то традиции, какому-то кругу, какой-то вот то есть среде. ты вот именно коренной москвич, вот это тебе это дает ощущение? Что коренной москвич, и при этом еще из Пресни, все-таки это место 3 революций. Я сам видел революцию 91 года, 93 года я видел в окно, как Белый дом расстреливали, когда вот Ельцин там с нашим братом, твоим земляком, в некотором смысле Хасбулатовым там разбирались. То есть я это в окно наблюдал все там. У нас девочка, например, в школе погибла от шальной пули в классе чуть старше меня. То есть, это история 905 года, все-таки у нас даже метро 905 года. То есть как бы всегда было, что у нас не просто район, а у нас как бы вот такой район особый, с особой историей там. И это как-то вот осталось в памяти, в душе, в сердце. Поэтому для меня Москва, в первую очередь, это мой район, конечно. Потому что в Москве есть много районов, есть такие районы, которые не отличишь один от другого. Там, да, сейчас там спальные примерно одинаковые дома, да, улицы, все одно и то же. Про такие районы один мой тоже дедушка говорил, когда вот они стали застраиваться, и туда стали людей переселять с той же самой Пресни. Он им говорил, что какие хорошие квартиры вам дает. Я туда раньше за грибами ездил, в эти районы. Это как конечно, это влияет, это остается. Один раз подвезла меня до дома, и потом говорит, я поехал. Я говорю, куда? Она говорит, куда? Говорит, в Москву. Они вообще с патриарших, как бы, это еще более глубокое погружение. Но вот ты говоришь, как это играет роль. Вот одно интервью я читал Зидана, я там не сравниваю, конечно, с Зиданом, просто вот у него тоже спрашивали, а вы вот кто? Араб, француз? Он говорит, он думал, говорит, а я марселец. Говорит, вот я вырос в Марселе, в арабском квартале, там, бедном, вот, в трущобе. Вот я такой, это вот для меня главное. Вот, наверное, что-то подобное. А где ты учился, Ренат? Высшее образование где получил? Я сначала заканчивал Московский государственный университет сервиса, так по стечению обстоятельств получилось, что я его закончил, то есть это по социально-культурный сервис и туризм у меня специальность. Это то, что... Тогда это уже называлось гостеприимство, но термин индустрии гостеприимства, вот как мы сейчас его знаем, с таким вот наполнением, тогда не знали. Все как бы говорили, что за гостеприимство вообще, хлеб, соль, что ли, какая, что это смешно просто. Чему там вас учат? Вот, сейчас как бы уже это стало круто, там гостеприимство, отели, там курорты, все это. Вот. Долгая история, в общем, как так получилось. А потом я уже учился в аспирантуре в МГУ на философском, на отделении, там это международная, в общем, специальность была международная политика, международные отношения, там глобальные, политические проблемы глобальных отношений, как-то так, и там уже защищался уже по политологии. То есть ты по образованию политолог? По научной специальности, да. Так я защитил диссертацию в итоге кандидата политических наук. То есть если ты вырос в семье, так давай будем разделять, не практикующий вот именно каноны ислама в плане вот практики, вот такой вот намаз, там, пост, то когда началось у тебя вот это и почему? Что тебя сподвигло именно? Тогда вот вообще-то практически не было соблюдающих мусульман, то есть я их вот в своем окружении как бы так вот не наблюдал. То есть чтобы увидеть соблюдающего мусульманина,
еще даже вот во второй половине 90-х в Москве, но это надо было специально куда-то пойти, там, в мечеть, куда-то пойти на учебу в медресе. Вот, а так вот как бы услышать, встретить, это, ну, штучный товар, в общем, был. Ну, для тебя И ты это вот как-то людей идентифицировал себя как настораживало. татарин, у кого его родная религия ислам. Я, насколько вот слышал про ислам всегда, я как бы знал, да, что ислам предполагает, что есть какие-то некие обязанности, которые надо соблюдать, и у меня как бы так в голове сидело, что если уж мы мусульмане, то, ну, надо, по идее, соблюдать, как бы, да, может, тяжело, но так, в общем, правильно будет. И не было никаких у меня там моментов, как говорят, там, знаешь, бывает, там, в аварию попал, заболел там, или что-то там случилось в жизни. Вот человек пришел к религии, начал, в общем, что-то делать. Это вот годы, смотри, 94-96, это первая чеченская война, вот как принято назвать. Ну, это как-то... На тебя это как перекликалось? Никак не влияло, особенно в плане религии. Нет, я знал, что это... Я как ты воспринимал? Интересовался там политикой, происходит? я как бы знал, что там это есть, но это никак не влияло на религиозность вообще. А как вот какие... Ты помнишь свои оценки? Вот что там происходит в Чечне? Как ты это оценивал? Что это такое? Я именно вот в тот момент, когда была Первая Чеченская война, так немножко от политики отошел. То есть у меня был период еще до этого, когда я был сильно политизированным, еще даже не подростком, а как бы предподростком, так примерно, года до 93-го. Да. Это вообще отдельная история. А что это за политические были? Ну, в 91 году я создал из своих одноклассников Всероссийскую детскую демократическую партию. Это длинная история, мы можем об этом как-нибудь в другой раз поговорить. Если мы сейчас будем уходить в подробности, то мы можем очень долго рассказывать, разбираться. Эта партия потом она эволюционировала, всячески меняла название. Я даже в какой-то момент был в молодежной организации «Яблоко», когда она только появилась в 1994 году. Вот. Потом как-то немножко я от этого отошел, интересы изменились, и вот как раз это была Первая Чеченская война. Ну, с одной стороны, мы как-то в семье, мы были против. И я тогда уже понимал, что хорошим это не закончится. Вот у нас, как бы, даже я помню разговоры с одноклассниками, там были такие настроения, ура, патриотические, типа, да вот, там задавить, забросать бомбами, и вообще, что это такое, пора с этим кончать. А вот как с Газой примерно такие вот в Израиле. Вот. И я помню, я тогда говорил одноклассникам, вы не понимаете вообще, во что вы ввязываетесь. Это десятилетия будут. Я знал просто немножко, я видел кавказцев, я видел чеченцев и ингушей на тот момент уже. Это тоже отдельная история там. Но у нас бывали все в доме чеченцы и ингуши. Они, кстати, были весьма далекие от ислама. Но я их видел, что это за типажи, примерно как эти люди. Вот, их как бы я не мог оценить. Вот так вот рационально, глубоко какие-то их речи, там еще что-то. Но я видел, что это люди со стержнем, это люди такие серьезные люди. И это не пройдет просто так, что это не закончится за 3 часа, как там Грачев обещал Грозный захватить одним там каким-то полком. Вот. И я их убеждал, что вы вообще не понимаете, что будет. И вот. С другой стороны, нам как бы хотелось, чтобы это как-то поскорее закончилось, и мы не очень понимали мотивы, почему вот чеченцы хотят отделиться на тот момент, и вообще это сепаратизм. То есть мы, конечно, не были против войны, мы понимали, что да, у них есть какие-то основания, все это есть, но зачем вот доводить как бы до отделения, там можно, наверное же, как-то и по-другому. Ну, правда, как с Газой, да. Примерно такие настроения. Отвлек тебя... Но это не была тема вот прям вот номер 1, даже не номер 2. Отвлек тебя от того, вот как ты, вот, ну, давай так вот сформулируем, как ты к намазу пришел. Вот просто как понимаете, даже Татарстан, на самом деле, вот там же похожая история происходила, и тоже Татарстан там боролся за суверенитет, там было сильное национальное движение. В Москве татары это волновало, вообще-то смотрели как на некий какой-то вот такой странный перформанс, как, ну, какой-то прикол вообще, что там происходит. Ну, как бы вот Татарстан, что это там, он вообще вздумали отделяться, но это вообще смешно. Какие-то лозунги там выдвигают, у нас нет мирного договора с Москвой, там, со времен Ивана Грозного, как бы вот нам, татарам в Москве, все это казалось очень комичным, вся эта история, и мы как-то себя плохо идентифицировали вообще вот даже с Татарстаном, потому что на тот момент все-таки в Москве казанских татар вообще было мало, и Татарстан, вот эта советская Татария с ее отдельными вопросами, она, ну, мы не чувствовали какой-то сильной общности с этим. Вот, и по поводу, ты спрашивал, как... К намазу, да, тебя возвращаю.
Как ты Ну вот я же начал говорю, что практиковать? я знал про намаз, что такой намаз есть в исламе, что вроде как 5 раз, ну где-то я слышал даже про 3 раза еще, тогда я точно не знал еще, сколько намазов вообще в исламе есть. Ну вот к самой Ежедневно. практике ты как бы приблизился Просто через однажды, в один влияние день я решил, чье-то, или давай-ка вот я фитра начну. тебя исламская туда просто толкала? Или вот ты с кем-то познакомился? Нет, что-то? я же говорю, не было никаких вот толкающих моментов, не было в жизни никаких людей, не было, То есть которые твоя бы вот идентичность подтолкнули. тебя к этому Кто-то вот меня вела. убедил. Я просто знал, что это есть, думал, что, наверное, рано или поздно, наверное, надо будет это начать делать. И однажды вот думал, ну давай с чего-нибудь начну, а там как бы посмотрим. Начну. Вот, Сколько тебе У лет нас было, были Дим? там брошюрки такие, кстати, в основном на татарском языке. Одна брошюрка была на русском языке. Кстати, я помню, что она еще была под редакцией, называлась «Мусульманин об исламе», под редакцией Бердиева, тебе знакомого вот, главы Координационного центра Кавказа почему-то. Коллега бывший. Вот, но там такой фикх был не совсем, скажем, традиционный, не совсем не ханафитский, несмотря на то, что Бердиев был редактором. Вот, и я как бы вот по ней начал намаз делать, там транскрипции какие-то выписал себе, вот, вешал на ты знал, стенку. что ты мусульманин ханафитского толка? Нет, да, как конечно, я не говорят? знал тогда, это ни про какие масхабы, это я только потом узнал, еще долго не мог понять вообще, что это значит и что делать. Вот такая вот уже практическая часть, вот когда ты намазы делаешь, и все, это вот во сколько лет у тебя наступило? Ну, и вот намаз я начал делать, и, получается, почти 17 мне было, школу когда То есть закончил. до университета? До университета, лето до То есть университета. когда ты учился в МГУ, Я ты помню был этот день, мусульманином, я, кстати, там еще практикующим. подрабатывал летом, и я ехал как бы вот курьером. Ага. Ну, такая обычная подработка в то время была для подростков летом. Я вот съехал с своих курьерских дел домой и как-то вот решил, что вот сейчас я попробую намаз почитать. Да, еще... Я еще про омовение даже толком не знал. Как-то прочитал, вроде какое-то омовение есть. Что-то как-то вот по книжке сделал. Ну, я как бы так решил, начну там что-то делать. Там уже как получится. Дальше посмотрим, как Аллах даст. Вот ты учился в университете, уже практикующий мусульманин, а я тебя... Ну, это был очень условно практикующий. То есть, так сказать, стремящийся практиковать. То есть ты ни в какие-то в строй не был, вот какие-то вот появившиеся тогда, 90 Да нет, конечно. Уже конец 90-х? Нет. Я при этом еще до того, как до ислама, вот, наверное, интересовался как бы вот религией, духовностью, какой-то вот мистикой, каким-то не исламского, в том числе толка, как бы исламского тоже. Вот в целом как бы интересовался, и как бы вот в той среде, в которой общался, как бы это было распространено, как бы мы интересовались. Но я как бы думал, это как-то вот в своем, все-таки мы же как бы мусульмане, в каком-то своем исламском ключе это тоже надо как-то вот реализовать. И я вот тут для зрителей, наверное, проведу параллель. Вот по годам как раз. Я ислам принял в 96-м году. То есть ты говоришь, а ты школу когда закончил, в каком году? В 97-м. В 97-м, да? То есть вот это вот примерно твой мир вот в Москве, да, вот ты москвич коренной. Там что происходило у нас на Кавказе? Да, у нас на Кавказе был прям такой бурный такой информационный интерес вот ко всему, что связано с исламом. Он был задан и войной в Чечне, и предвоенными, то есть в Дагестане там появились проповедники, там, в Дагестане были всегда вот там суфийские джаматы и так далее, но до нас, например, в Осетию, там, Центральный Кавказ, это все никогда не доходило. Даже с Ближней Ингушетии через суфизм ислам не доходил. Кстати, интересно такое замечание одного из этих было, састинского нашего джамата. Один как-то человек обратил внимание, говорит, а есть, говорит, у кого-то знакомые, которые, говорит, вот приняли ислам вот до вот этих вот этого нашего времени. Да, интересно. Да, ни одного мы не смогли. Вот наш джамат астинский, ни одного человека в нем не было, который до вот этих событий там. То есть он был очень национальным такой, да? Да, внутри особо никто там. Можно было родиться мусульманином. Да, там чуть ли не знаю, у меня сейчас такая параллель. Вот как иудеи же, они же не призывают к своей религии там особо. Вот примерно что-то такое, наверное, было. Да. Вот, а у нас вот прям 96-й, 7-й, 8-й годы, это вот бурная такая вот первая война, чеченская закончилась, вот это перемирие с 6 по 8 год. Книжки, брошюрки, видеокассеты, это вот прям у нас вот так все кишило. Видишь, вот как по-разному было Москва и Кавказ. Все это как-то вот мимо, по крайней мере, меня проходило. Наверное, в Москве где-то что-то это было.
Но это было... Не, ну ты же вот обычный очень статистический москвич, да, там, наверное, в каких-то национальных очень ограниченных тусовках группах, это было, где-то да. в мечетях там. Потом я когда начал соблюдать, я уже увидел, что тогда вот как раз в Москве большинство прихожан были кавказцы. То есть, когда я начал ходить на джума, вот, и вообще в мечеть, то большинство было... Татары были бабаи, вот они приходили на зухр, читали свой зухр, уже они туда десятилетиями ходили после, как выходили на пенсию, вот была такая традиция каждый день ходить на зухр намаз. У определенной группы татарских бабаев именно в Москве. Да? Именно зухр намаз, да. Особенно в выходные. Вот. А джума? Джума тоже, да. И при этом как бы... Вот, а остальные были в мечети, практически вся остальная мечеть была кавказцы. Машалла. И я как бы вот тогда как бы вот уже с кавказцами столкнулся напрямую и Ренат, ислам, продолжаю ислам, оставаться с кавказцами. Islam.ru и вот до нее, до islam.ru или после islam.ru, когда ты начал там работать, Гейдар Джамаль, рахимахуллах, личность, известная всем, но практически точно так же всем неизвестная. Я, насколько знаю, ты был знаком с ним. Это знакомство было через работу или через твое подвижничество Гейдару? Как вообще? Что там можешь рассказать про это свое знакомство? Но именно вот если говорить прям про личное знакомство, то, наверное, я был лучше в личном плане знаком даже не с Гейдаром, а с его сыном Арханом Джамалем. Ты сначала с ним познакомился? Тоже рахимахумуллах. Рахматуллах. Да, с ним я познакомился. Сначала я познакомился лично с Арханом. Архана я знал с 2000 года, когда я попал на работу в общественно-политическое движение Рифах. А ты работал там? Да, там я немножко работал в пиар-отделе. Это было мое первое место работы. Абдуль-Вахид Ниязов? Да, которого лидером был Абдуль-Вахид Ниязов, которого мы, наверное, когда-то тоже увидим на нашем подкасте. Да, и можем вот как раз бурные 90-е, лихие 90-е мусульманские так пообсуждать. Кстати, зрителям напишите, кто хочет пригласить Абдуль-Вахид Ниязова. Интересен. Да, и вообще любых других гостей и какие моменты в жизни, истории. Да, реагируйте, пожалуйста, в комментариях, пишите темы, пишите людей, которых было бы интересно увидеть. Что касается самого Гейдара Джамаля, то у меня как бы вот было два, так сказать, реальный Гейдар и тот, которого я знал до того, как я реально с ним познакомился. То есть я знал о существовании Гейдара Джамаля и как бы за ним следил, и так как бы снизу вверх смотрел. А где ты следил за ним? Ну, во-первых, он вел по телевизору программу «Ныне», такая была программа о религиях. Вот в лихие 90-е была такая программа, межрелигиозная еженедельная программа, не помню, на каком канале, но то ли на первом, то ли на втором, и там как бы были блоки всем 3-4, наверное, религиям России главным, и там Гейдар вел мусульманскую часть. И я ее смотрел, она мне нравилась, и он меня тогда впечатлил тоже своей харизмой, своим голосом. Вот. И я его знал оттуда. И еще я его знал, была такая газета «День», еще тогда, это то, что сейчас называется «Завтра». Проханов был главным редактором, такая вот газета, антиельцинская оппозиция. Прогресс от названия «День» к «Завтра». Называлась газета «Духовная оппозиция». Ну, те, кто знает, в общем, поймут, о чем речь. И он там часто публиковался, потому что Гейдар-то в 90-е годы был близок вот к этой самой красно-коричневой оппозиции, в общем, был одним из ее как бы лидеров. И он как бы очень плотно блокировался там с национал-патриотами, всякими державниками там, вот с этой публикой. И я эту газету... Это вот Дугин. Вот. Дугин вообще ученик Гейдара. Угу. И они вместе еще даже входили в Национально-патриотический фронт «Память», православно-монархический. А Гейдара учитель кто? Ну это мы сейчас совсем далеко уйдем. Там был и Мамлеев, и... Ну, давай об этом как-нибудь подробнее поговорим потом, да. Забыл уже фамилию. В общем, там несколько философов, этот клуб. Просто мне интересно стало красно-коричневое. Вот эти вот Арбатские переулки, там их все эти 60-е, 70-е разные встречи, там вот эти вот такие оккультно-мистическо-философско-политические вот эти тусовки, Черный орден СС. В общем, это все отдельный разговор, отдельная история. Да, наверное, тоже мы можем поговорить, и, наверное, не со мной. Еще и не с тобой. Да, это надо... кого-то из тех, кто еще остались живые, из той среды вытащить
и с ними, конечно, говорить. Я-то так это просто все слышал, читал что-то там. Вот. И я как бы Гейдар вот знал еще по этой газете, и меня как бы впечатляло, что вот есть такой мусульманин, как бы не русский, и вот который такие вот взгляды тоже исповедует. И эти взгляды как бы пересекались с какими-то моими некоторыми настроениями. Там еще Шамиль Султанов тоже в той же самой газете публиковался. Он вообще там был замом главного редактора. И я как бы знал вот и Шамиля Султанова, и Гейдара вот по этой газете. А потом вот уже с самим Гейдаром я лично познакомился. То есть это первое знакомство, ты имеешь в виду? Ну да, такое вот. И я как бы следил за их публикациями. Там как бы это для меня такие были люди. Вот где-то же есть вот такие глыбы, да, вот. И некий такой вот как бы веха такая, какой-то образ такой впереди маячащий. А потом с Гейдаром я познакомился, наверное, в году 2003-2004, уже лично. Это было связано вот тоже с Ислам.ру. Как бы Ислам.ру тоже некое эволюционное какое-то развитие шло, и на определенном этапе мы как-то вот я и там вся редакция, можно сказать, и Марат Сайфудинов, который возглавлял Ислам.ру, в общем, как бы сблизились на какое-то время с Гейдаром Джемалем. И вот общались, и с того времени как сотрудничали, он постоянно у нас как бы публиковался, там по каким-то проектам тоже участвовал, не только связанным с Ислам.ру, там, например, был у нас диспут тоже всем известного Али Вячеслава Полосина, философа, бывшего депутата, там автора закона религии, священника бывшего священника, да, на первую очередь сказать, принявшего ислам. В общем, это тоже человек с большой историей, с багажом. Вот. И у него был диспут с православным священником Даниилом Сысоевым. Как бы Полосин был за ислам, а Сысоев, соответственно, за православие. И Гейдар тоже там, в общем, поучаствовал. Как бы. Там было несколько как бы таких вот проектов, помимо Ислам.ру, в которых тоже он принимал участие. И вот по этим делам мы как бы общались. И мое общение с ним было вот в первую очередь такое практическое. Я никогда не был его учеником, там не входил в круг его близких знакомых, каких-то вот его последователей, которые за ним как за гуру вот так вот ходили. И очень часто потом... То есть ты с ним пересекался по работе? В первую очередь по работе, да. Так. Ну, бывало, где-то вот общались, встречались, он приходил к нам там на какие-то праздники, какие-то мероприятия. Ну, так вот как бы, да, я с ним общался, но в первую очередь это все было через работу. И я не всегда как бы критически воспринимал многие его идеи, хотя знал многих его учеников, его как бы фанатов, с ними общался. Вот. Но сам никогда вот полностью не был джемалистом. И то есть я с ним никогда не сближался и не ругался, как многие из джемалистов, поскольку как бы круг учеников Джемаля, он всегда был достаточно узким, потому что люди как восхищались им, проникались так быстро и потом от него отходили. И практически все известные его ученики, они потом стали его оппонентами или даже противниками. И там, в общем, сложная тоже история. Я сам вот не погружен в это все, но я так понимаю, что там какая-то эволюция, какие-то перемены все-таки происходили, как минимум вот в последние годы, потому что общий фон такой, людей не московских, не которые бывали у Гейдара дома, да, но знают его через кого-то, либо через медиапространство. Вот говорят так, и для меня это вот вопрос, что Гейдар в последнее время изменил какие-то вот свои взгляды, поэтому он получил более широкое такое принятие и понятие себя, своей мысли вот среди мусульман. Вот ты как это понимаешь? Вот как бы ты мог это откомментировать? Что было до этого, что делало его окружение очень узким, и что случилось потом, когда якобы расширилась его аудитория? Потому что сейчас, мне кажется, что на самом деле очень, не очень много, да, неправильно, но часто я встречаю, что говорят, или так, можно увидеть, что аудитория Гейдара, которая говорит о Гейдаре, которая его цитирует, ссылки шлет, ее больше. Но все равно... Сейчас? Да, сейчас, да. Я думаю, это связано в первую очередь с техническими моментами, потому что уже последние годы жизни, сам интернет просто стал лучше, и больше стало видео, он стал его видео активно записывать, и это видео больше появилось в интернете, и, собственно, аудитория расширилась, потому что появилось то, что смотреть. Просто такой общий фон был раньше, я помню, вот свои еще молодые годы, что Гейдар, я даже вот ковырялся в интернете сам для себя, что Гейдар, вот, рахимахуллах, что он вот какой-то прошиитский, что он шиит сам.
А потом, когда вот в Сирии началась война, как будто вот случился какой-то вот смена вот Ну, его курса. эволюция, которая закончилась вообще перед его смертью, важным изменением вообще в его таким глобальном его жизни, она, да, связана с сирийской войной. Потому что Гейдар начал сирийскую войну на стороне Асада. И даже выступал по центральному телевидению в России на каком-то канале, я помню, было ток-шоу, я даже писал как бы статью по этому поводу. Там был Максим Шевченко, Гейдар, еще кто-то, не помню. И, в общем, вот как бы они все втроем там были за Асада. И я еще писал, что как бы, ну хорошо, Гейдар там шиит, он за Асада. Проблема этой передачи в том, что там не было никого со стороны суннитской вообще точки зрения, там не была представлена. Эта программа, по-моему, по Первому каналу была. То есть это было вот ток-шоу Максима Шевченко «Не судите сами», а потом еще после этого у него короткое время еще какое-то было не такое, без зрителей, там 3-4 гостя. Вот, потом он как-то эволюционировал, Гейдар, и, в общем, от Асада, поддержки Асада перешел фактически к поддержке ИГИЛа, и он это не скрывал. И прямо, в принципе, так и говорил. А потом, в конце концов, он закончил тем, что он от поддержки ИГИЛа перешел уже скорее к поддержке вот такой исламской оппозиции, не игиловской. Вот, той части, с которой ИГИЛ воевал. За революционеры вот эти сирийские, которые... Ну, даже не свободная сирийская армия, а более радикальные группы, но не игиловские. Вот. Ну, в общем, которые в России мало отличаются так в общей массе там всей сирийской оппозиции, но среди них, как всем известно, большие разногласия, которые довели, в общем, их до вооруженных противостояний. Закончил он, насколько я помню, на этом. Но самое главное, что это даже есть в интернете, в Ютубе ролики с его, где Гейдар по этому поводу говорит, где он фактически отрекается от шиизма. Он говорит, что да, шиизм — это было мое заблуждение, и даже от хаминизма, насколько я помню, как бы... От хаминизма в плане даже революции, Хамини, да, исламской? от революции иранской. Как бы не будем называть ее исламской, это будем говорить просто иранская революция, там, 79-80 года. Вот он говорит, что в конце концов все это было проектом Запада, все это, в общем, было специально работа была на раскол исламского возрождения, все это, в общем, было неправильно. И вот он как бы умер, вот это было последнее его слово. Но тут все-таки надо понимать, Гейдар вообще, он такой человек, это как бы характерно для него. Он часто менял свои точки зрения, оценки. Ну, как человек мыслящий. Впечатлялся, да. Человек как нормально. мыслящий и человек творческий тоже. Все-таки не назвать Гейдар, он же помимо того, что он... Вот его все в основном знают как такого политолога, да, вот, который текущую политику анализирует. Это на самом деле не была его такой самой сильной стороной. Храбрый, жесткий политолог, свой такой. Он, он для меня такой. Этим он был сильно известен, поскольку его приглашали на телевидение, интернета еще было мало, и он часто попадал в 90-е, там, в нулевые годы на телевизор, и он как бы был известным, и люди как бы вот его так знают. При этом, на самом деле, его как бы основное занятие это была вот философия. Но философия тоже не в таком, не в древнегреческом смысле, вот не как мусульмане, там не фалсифа, имеется в виду, естественно, там не Аристотель, там что-то, а философия как мыслитель в самом таком широком смысле. Вот. Это его основное, конечно, было. И очень жаль, что вот он очень мало успел именно написать, записать лекции какие-то, сформулировать. И вот сейчас его вот ученики, последователи вот это как-то собирают по крупинке, выпускают работы. И это главное, на самом деле, что оставил Гейдар, а не то, что там он какие-то комментарии давал про войну в Сирии там, или еще что-то. При этом он же еще поэт. И он действительно, это не графомания, это, ну, нельзя сказать, что это, конечно, там какие-то великая поэзия, но это глубокая, серьезная поэзия, талантливая. И его можно назвать, ну, достаточно большим поэтом, русским поэтом. Хорошо. И это вообще совсем мало здесь, это уже только для любителей. И да, поэтому я думаю, вот я его, и вот на Алифе мы тоже делали как раз 2 фильма, посвященные его вот философскому наследию и отдельно именно поэтическому, что для многих было откровением, что, оказывается, у него настолько глубокая и серьезная есть лирика. И такие строчки, которые я вот даже запоминаю, иногда про себя повторяю, и люблю его стихи иногда почитать. Да, я думаю, все-таки Гейдар, рахматуллах алейх, это, наверное, тема отдельного подкаста с отдельными гостями. Да, это можно говорить, какое влияние это имело, да.
все-таки... И Архан, в общем, тоже, наверное. Можно и отдельно, можно, наверное, и вместе. А у нас на Алиф ТВ тоже про Архана есть фильм, такой фильм «Портрет» в какой-то степени. Да. Мне очень нравится тоже он, я его пересматривал. Архан, может быть, в плане вот такой оперативной политологии, может быть, даже был ближе к жизни, к реальности, и его какие-то оценки и анализ, он чаще как бы вот был таким рабочим. Давай теперь все-таки вернемся. Я вот хотел про Беслан спросить. Вот этот город печально известный, этой трагедии 2004 года. Вот что это было за место вот в твоей юности, в твоей молодости, в плане ислама в том числе? Все-таки это же как бы город осетинских мусульман, в некотором смысле считается центром. И что там была за молодежь? Вообще вот когда исламское возрождение пошло, вот для той молодежи были какие-то еще варианты вообще, вот куда пойти в ислам? Или еще какие-то были пути, вот, где развиваться, реализовываться? Тут, наверное, стоит отметить вообще вот социальная ткань, как соткана в Осетии сейчас, она не сильно отличается от 90-х. Беслан — это город, там население 1030 было, сейчас может больше, но этот город, который начался вот с одного поселения, вот они и были мусульмане, то есть это переселенные с горных районов, еще при царской власти, переселенные знатные некоторые фамилии со своим как бы сообществом на равнину. И вот Беслан Дударов, как бы он считается как основатель, да, и переселяли его на царские власти из-за его ненадежности и то, что... Вроде он как бы считался с какими-то симпатиями Шамилю имел. Да, и там в Дарьяльском ущелье, ну и как во всех ущельях периодически возникали восстания, и вот из-за того, что там было сложно, там еще генерал Абхазов там орудовал в те времена, была программа переселить их на равнину. Вот, от Дарьяльского ущелья, это вот военно-грузинская дорога, стратегические такие. Как бы, да, это известное место. Еще известно тем, что там, по-моему, Бодров погиб. Актер Бодров из «Брата». Да. Это тоже там рядом. Я сказал Дударов Беслан Тулатов. Я извиняюсь, я Дударов сказал. Вот, Беслан Тулатов. Вот он был переселен туда, и, естественно, это было вот одно из поселений. Там рядом тоже Зильги, там Брут. И в основе эти люди были все мусульманами. А потом в Беслане случилось такое изменение, которое, такое, оно повлияло прямо на него. Там построили железнодорожную станцию, когда железную дорогу проводили. И Беслан уже стал, вот центр сместился в сторону вокзала, и вокруг вокзала он стал разрастаться. Появилось русское население, потому что железная дорога ее обслуживали уже инженеры русские. Вот. И потом из-за этого вокзала вокруг Беслана построили 8 заводов. Потому что железная дорога, развязки, достаточно крупные заводы. Один из них был вот единственным из 2 в мире. Один был в Канаде, один здесь. Это куда? Бесланский маисовый комбинат. Дорога Баку это или куда? Это же дорога Да, это Москва-Баку, трасса шла через нас. Она через Беслан шла? Да, прямо вот рядом с моим домом. И вот из этих железнодорожных развязок узловых там появились заводы. И вот в эти заводы свезли рабочих со всех районов Беслана. И это вот создало вот такое бесланское сообщество. Оно вот делится на 2 категории. Есть коренные, мы их внутри не разделяли, но всегда было видно. Это вот коренные, они сами знают, что вот они коренные люди. Кстати, вот Беслан старый, прямо в его центр, вот там и мечеть построена. Вот все дороги туда сходятся, оно вот прям как центральное такое место. Сейчас оно на окраине оказалось. То есть это такое пресня. Да, и приезжие люди, приезжие заводчане, то есть со всех регионов Осетии. И там были и мусульмане, и не мусульмане. Не мусульмане тогда не были христианами. Я вот помню даже свое детство. Они были больше вот такие традиционные там обряды язычества исповедовали. То есть среди осетин, чтобы кто-то сказал, что мы христиане, это было вообще редко еще даже в моем детстве. Вот. И я жил вот в таком конгломерате людей, где было известно, что вот это вот мусульманский, скажем, вот этот дом, там, например, вот Алдатов, Хазрат, сосед, вот он мусульманин корнями. Это все считывалось чем? Некоторыми праздниками, кто как, что там отмечает. Вот. Но это было все вне религиозного контекста настоящего. То есть это были просто бесланчане.
И Беслан, он отличался чем? Что это вот вокзал, там эти заводы, все намешано, рынок большой, это некий такой хасавюрт дагестанский. А, по-моему, ликероводочный какой-то завод знаменитый. Это чуть потом, да. Потом, да. ну, потому что он прославился, да. Да, и вот Беслан, он вот такой был намешанный, и это был вот, наверное, второй город после столицы Владикавказа, он был близко. Я же говорю, вот как хасавюрт, вот такой вот живой. Вот этот рынок, вот был в Хасавюрте рынок и был в Беслане рынок. Вот туда вот съезжались тоже многие. Потом в Пятигорске там где-то появился. Вот такое вот живое было место. Не было какого-то религиозного вот движения там ни в моем. И вообще это мало что значило, что это мусульмане, не мусульмане, такого не было контекста. А вот в 90-е годы уже... Именно вот когда в Чечне началось это все, вот стали долетать вот эти вот в эту повестку вот, мусульманская, ислам. Потому что для меня, вот мы в Беслане жили, для меня, ну, мусульмане это были вот ингуши, вот рядом живут, со специфическими нашими вот этими взаимоотношениями. Я сам не из мусульманской части, вот в мое время было же деление, как я говорю, это мусульманская, не мусульманская часть Осетии. Я из немусульманской части. Хотя мой прадед, вот бабушкин отец, вот бабушка, мы вот салагира, мы не мусульмане, и это вот так считается в Осетии, но его звали Хаджи Бекир, моего прадеда, но его почему-то записали Харитоном. Там в какой-то момент, и бабушка у меня была Харитоновна, да, Венера Харитоновна, да, вот, ее братья там, Хасан. Но видите, тоже использование мусульманских имен еще не обязательно означало, что человек даже считался мусульманином. Ну, это говорит как минимум... Так не обязательно. Нет, у нас это, ну, для меня это практически обязательно, потому что там называть мусульманскими именами просто так на ровном месте, скажем, будучи христианином, такой традиции я нигде не видел. Если ты видел где-то. Ну, вот что далеко ходить, я просто почему говорю, вот этот тренер футбольный Черчесов. Да. А он же Султанович, его отчество. Да. Но он же, по-моему, не этнический мусульманин. Вот он тоже салагир. Вот там это же вопрос. Вопрос вообще, что такое этнические не мусульмане в Осетии. И это на самом деле органичный такой вот термин. Он на самом деле отражает то, что с языческих времен беспрерывно шла эта линия и не было периода исламизации всей Осетии или нет. Это вообще тема такая, ну, как бы... Да, это тоже отдельная чуть ли тема, не запрещенная, да. Что все, мы вот христиане, там еще и у нас статую Иисуса построили, и вообще мы чуть ли не раньше христиане. Вот на самом деле христиан... Раньше русских, в смысле? Ну да, я просто шучу. Да, потому что на самом деле христианской традиции в Осетии нет. Нет людей, которые были проповедниками христианства, имен Но она грузинская. осетинские. Это было сначала с Грузии влияние, потом, вот, когда Россия там овладела этими территориями. В общем, мы в архивах тоже много, когда я был муфтием, у меня был специально вот в этом направлении работал. Был человек, которому был поручено сидеть и в архивах искать. И мы массу документов нашли, подтверждающих, что то, что в Осетии принято считать исконно христианскими районами, они не имеют никакого отношения. Моя бабушка, которая считала, что они с исконно христианского какого-то района, во-первых, она никак христианство не практиковала. И не было у них в доме такого. И, ну, скажем, иконы это для чисто вот, ну, это вот у русских бывают иконы. У нас такого не было. Моя бабушка, ее половина речи, арабская речь, особенно сакральные вещи, там, рай, ад, судный день, Аллах, ну, как бы... Это все. Поэтому я убежден, что в Осетии был период достаточно долгий, где все осетины были мусульманами. В степени их принятия ислама и практики, погруженности, это другой уже вопрос. Ну, то есть было сильное исламское влияние, да, по крайней мере, на уровне культуры. Вот так вот, быта. да. То есть это то, что я вот сдокументировал по могилам, по кладбищам, если там смотреть, это все считывать. Период на арабском языке, ну, арабскими буквами писали, потом на латиницу поменяли. Потом. Я здесь в Турции, кстати, нашел книжки в Буйнакске, которые издавались на остинском языке, но арабскими буквами, арабским шрифтом. Вот. Ну, вот такой вот был Беслан, и когда в начале, вот в 90-е, когда началась в Чечне вот эта война, пошел вот этот исламский, появилась молодежь, пока не осетинская,
исламском. Там же перекрестный у нас. Вот мы стали знакомиться, вот видеть этих ребят. А как они попали в Беслан? Какие-то беженцы или что? Не жить. Я имею в виду, у нас вообще там такой проходной Беслан. У нас прям дорога же проходит. С Грозного, чтобы поехать в Россию, в Пятигорск, ты через нас будешь ехать. Как бы, да. Вот, поэтому трасса Ростов-Баку, вот основная артерия кавказская дорожная, это же прям вот, она Беслан пополам режет. Вот, и вот тогда стала появляться информация. Ислам по торговым путям разносился, да, прям как во времена там Шелкового пути. Ну да, что-то вот такое. Вот. Это параллельно еще сопутствовало, вот я упомянул, там ликероводочный, там это чем было известно. Опять-таки из-за этой дорожной развязки, железнодорожной, понастроили там спиртзаводов кучу и водочных заводов. И вот Беслан — это был центр производства спирта, Беслан — это был центр криминальный вот в 90-е годы, да, в том числе там и деньги, и все. Вот. Но Беслан — это не был именно вот... что это мусульманское поселение, такого не было контекста. Ну, в целом когда в России... я начал делать намаз, когда я принял ислам, я был одним из 3 человек, которые делали намаз в Беслане. Вот, чтобы ты понимал, что означало исламскость. Как бы. Мы ходили, записывали еще стариков, которые помнили. А мечеть была, да, но она не функционировала. Мечеть была, вот я рос, я не застал ее кинотеатром, я застал ее масло-сыр-заводом. Вот, это был молзавод, даже вот остановка молзавод там была. Вот, и вот уже когда в 97 году молзавод обанкротился и ушел оттуда, это здание вот так осталось зиять вот такой вот дырой какой-то вот посередине. Ну, как в 90-е многие предприятия бросили. Вот. Там тоже интересная история. Вот один из нас 3 практикующих мусульман, он решил с этой мечетью что-то как-то вот посодействовать, чтобы ее... Ну, простой, обычный парень, ничего у него в руках нет. Он просто взял кувалду, пошел, думаю, буду прибираться в этой мечети, сносить вот эти пристроечки там, что-то. И вот в один день из дней один проезжий человек зашел, поздоровался, говорит, а ты что здесь делаешь? Он говорит, ну вот это дом Аллаха, который бросили все. Я вот хочу как-то здесь порядок навести. Он говорит, а что ты за своей кувалдой сделаешь? Он говорит, ну я сделаю то, что я могу, а Аллах пришлет того, у кого больше возможностей. Вот. И этот человек говорит, я говорю, я говорю, да, этот человек. И вот это первый этап такого реконструкции этой мечети, полностью реставрации ее, начал он. Это очень не понравилось властям, у них свои планы, наверное, на эти регионы. Вот, его затравили, и ему уничтожили его бизнес, его обанкротили проверками, там, этими, и я его уже застал. Ну, что интересно было, он сам не был практикующим, он этнически вот себя считал мусульманином, у него вот эта вот ревность была, но он не практикующий. Патриот умы. Да, я его уже застал в очень удрученном состоянии, когда я вот муфтием стал, я решил его навестить. Я нашел этого человека, навестил его дома. Он вообще в глубокой депрессии, у него несколько инсультов уже случилось. И вот он мне рассказал, его фирму строительную, у него была огромная строительная фирма. Ее разорили, он остался в долгах, вот так. И это, говорит, вот была моя плата за то, что я посмел мечеть строить там, где решили строить только церкви, да. Вот. И, ну, а потом уже вот 2004 год, Беслан, наверное, уже в этом контексте, когда в школе эта трагедия случилась. Меня в этом году в Медину приняли. Я учился в Египте с 2000 по 2004 в Алясхаре. И меня в 2004 году приняли в Медину. Я вот это лето, я мимо школы ехал, когда ее захватывали на маршрутке. Я ехал на вокзал, чтобы поехать во Владикавказ там по своим делам. И нас прям вот дорогу перекрыли, остановили, там уже милиция, полиция. И вот это вот вся началась, вот эта заварушка. И меня, кстати, тоже решили разыскивать. Я помню, Анна Политковская как-то в «Новой газете» же она, да, публиковалась? Да, еще живая. Да, была такая статья, что делала районная МВД, ну, РОВД Беслана в первые минуты теракта. То есть какие были действия оперативные. И там было такое, что шла проверка лиц, возможно, причастных к этому делу. И там было 3 имени, одно из них мое было. А я же говорил, я вот прям в этот день, я по Владикавказ поехал по делам,
И уже вернуться не смог, потому что мне звонят и говорят, к нам домой, ну, там бабушка, нам, говорит, с обыском пришли домой, милиция тебя ищет. И я, естественно, никуда не поехал уже несколько дней. 2 дня я не мог вернуться в Беслан, потому что понимал, что вот в этой неразберихе меня сейчас арестуют. Я там, правда, один из нескольких человек практикующих. Да, потом доказывают. Да, я еще сам молодой же. То есть они просто по списку пошли, что вот есть молящиеся, как потом в Кабарде. Да, я, видимо, где-то у них тоже был галочка на меня, естественно. Вот. И в то время муфтием у нас в республике был молодой, ты помнишь, Руслан Волгасов. Да, помню, я один раз с ним встречался. Он был преемником нашего муфтия, вот первого в 90-е годы, Дзанхот Хаджи. И я к нему обратился, я говорю, слушай, что мне делать? Я домой не могу сейчас вернуться, а чем больше я не возвращаюсь, тем больше подтверждаю, наверное, их какие-то подозрения. Он говорит, мне, говорит, звонили с Беслана, с ФСБ, говорит, мне звонили. Сказали, что те, вот, захватившие школу, что они выкинули какое-то письмо на арабском языке. Угу. И нужен переводчик. Давай, говорит, ты же, говорит, арабский знаешь, а я был тогда вот единственный человек, кто знал арабский. Вот из присутствующих там. Он говорит, давай мы с тобой заедем. Вот он меня и придумал заммуфтием тогда, на ходу. Он говорит, я ему скажу, что ты мой зам. А мы с ним друзьями были, как бы. Он младше меня даже был по возрасту. Я скажу, что ты мой зам, и давай поедем прямо в Беслан, и как раз вот там мы тебя и вот, исключим вот этот вариант, что чтобы тебя не арестовал никто. Я прям с ним сел в машину, и мы поехали в Беслан, где этот был штаб у нас, вот этот районный центр, вот, руководство. И там же отделение ФСБ. И вот мы вовнутрь зашли, и он меня представил как, что это мой заместитель, переводчик, вам же нужен был переводчик, вот такой-то, такой-то как бы. И я там прям даже увидел некоторые лица, видимо, из МВД, которые меня и искали. И они как-то вот, чуть-чуть их это ошарашило, что, оказывается, я здесь никуда. А письмо-то было? Что там было написано? Да, и вот они говорят, что уже нет необходимости ничего переводить. Письмо не показывали, да? Нет, вот просто так и сказали. Потому что Руслан Хаджи, уже ничего там не надо переводить. Как бы все, уже вопрос, говорит, снят. Снят, все, окей. И вот через 10 минут после этого начался штурм школы. Понятно. То есть я вот там помню, там Гуцериев был, Фадзаев, вот они вот там во дворе, и вот первый взрыв, второй взрыв, и вот эта стрельба, и вот это альфа, известно, носят, да, что... Просто я так, насколько интересовался самой этой историей с Бесланской школой, там нигде вот речи, чтобы какое-то письмо на арабском языке не фигурирует. Очень интересно было бы узнать, что за письмо и что там было написано, и вообще существовало ли оно на самом деле. Да, я не знаю, наверное, существовало, потому что зачем муфтию звонить? То есть если надо было сделать из этого инфоповод, что это арабы что-то на арабском выкинули, вот такие страшные люди, то об этом, наверное, был, наоборот, открыто говорили, чтобы вот что-то такое пошел вот такой слух. Но это вот внутри была информация какая-то. Поэтому это то, что я своими ушами слышал. Уже, говорит, не надо, но вы вот здесь посидите. Я вообще так понял, что когда мы пришли, уже было принято решение о штурме. Потому что буквально 10 минут, да. Свои заботы. Поэтому нам сказали, да, вот здесь вот посидите, как бы сейчас. И вот ушли, и вот началось вот это все. И потом ты знаешь, да, вот это расследование, там на 2 группы поделились люди. Да, то есть знаю, те, конечно. кто говорят, что это был штурм, а другие говорят, что нет, собственно, там был взрыв, и потом был штурм, до сих пор это. Разговоры по этому поводу. Я близко знаком с темой через родителей, которые вот пострадавшие, именно вот те, которые там у них претензии, что расследование было там замолчено многое в нем, и искажено. Там основной же вопрос, что было раньше, да. Да. А в итоге вот это все к чему привело сейчас в Беслане? Там насколько ислам присутствует после всего этого, вот всей такой длинной истории? Если увязывать, как это повлияло или нет, естественно, в самом начале это очень хорошо это обыгрывали. РПЦ обыгрывала, к нам с Кораном пришли наших детей убивать, там срочно там все сносить, церковь строить, мемориал, именно христианские. Да, я помню эти скандалы, какие-то массовые крещения, там что-то такое. Да, это вот все как и до сих пор вот даже вот эти траурные
траурные вот эти вот 1 сентября дни, они проходят под предводительством РПЦ. Я не знаю, сейчас вот была там идея чуть-чуть сместить центр, но все-таки это общественное какое-то дело, да, как бы, и связано именно с людьми всех конфессий, а не впереди вот прям вот, чтобы, что это вот христианское такое шествие чисто, да. Вот это обыграли, кстати, поэтому и до меня вопрос стоял всегда остро. Вот это, мечеть же приостановили, и как бы мы уже видели, что все так развивается, что нам уже забыть даже надо про мечеть. Что все это обыгрывается так, что это вот мусульмане, что это вот звери, что никакой мечети здесь должно быть, не должно быть. Там, помнишь, даже были такие, что тут мусульмане там от ислама отказываются. Да? Это был один случай, был один гражданин Турции, я его лично знал. Что он отказался от ислама? Он отказался от ислама, но он никогда его и не придерживался, потому что мы его чуть ли не за уши пытались в мечеть таскать на намаз. Он говорит, я вот здесь понятно. просто у меня хлебзавод, как бы. Вот. И его супруга была астинка, и, они пострадали в этом, как бы. И вот он якобы отрекся, и вот это прям везде, вот даже вот мусульмане отрекаются от этой религии. Поэтому с мечетью мы как-то вот вопрос. И вот когда я был муфтием, как-то, альхамдулилля, вот с помощью Аллаха как-то получилось, что я нашел общий язык с главой республики что нужно все-таки, чтобы она работала, эта мечеть. Сейчас там она открыта, она работает, мы ее реставрировали, закончили ее реставрацию. Есть там джамат, он растет постоянно. Не знаю сейчас сколько там, 20-50 человек бывает, там 100 человек, я не знаю прям Это цифры. осетины, то есть там... Да, это бесланчане местные, да. Потому что все-таки не удалось обыграть вот это вот против вот именно ислама. Она не прижилась у Астин, потому что большая часть этих сами себя мусульманами считают. Ну что сейчас себя винить за свое этническое причастие, да, к исламу, вот, оно не смогло. Ну и открытие мечети тоже, наверное, свое это дало, потому что местные стали ходить. И там все местные, имам местные, прихожане местные, все бесланчане. Старейшины этой общины тоже вот те, которые уже на финише своей жизни, у них появилась возможность оживить свою этничность вот эту вот исламскую, да, и они тоже стали намаз делать, все, альхамдулилля, как бы такое. Достаточно гармоничное исламское сообщество там. Интересно, как после всего этого вот такой результат вышел. Ну да, там не без заусения, вот тоже такой интересный случай, когда я получил разрешение на реставрацию этой мечети, мы пошли, сделали там субботник такой, убрали строительный мусор, который там уже вот сгнил за все эти годы. То есть вот от первой попытки реставрации до 2010 года, когда мы начали делать, прошло ровно 10 лет. 10 лет она вот так стояла, заброшена, никого туда не пускали. Весь мусор вот этот собрали строительный, снесли его к воротам, и вот завтра утром должен был приехать грузовик, чтобы это все отгрузить, и уже должна была строительная компания заезжать работать. И утром каким-то странным образом сторож этой мечети, который там все эти 10 лет работал, такой непонятный человек тоже, он якобы обнаружил целый цинк патронов и целый ящик взрывчатки вот в этом строительном мусоре. Вот. Зачем он там копался, тоже непонятно. И приехала милиция, и все это запротоколировали. И мне звонят в 7 часов утра. Вот такой инцидент. Я сразу понял, что это вот палки в колеса вот этому всему. Вот. Альхамдулилля, мы вовремя отреагировали. Я как бы перехватил инициативу по возмущению с этим инцидентом. И я так думаю, что я предотвратил вот этот сценарий, что вот это боевики там и забыли, как бы, да, которые на школу нападали. Там рядом, школа рядом с мечетью, недалеко. Вот. Альхамдулилля, как-то мы преодолели вот это все-таки закончили. Местного владыку даже сослали куда-то в Сибирь потом после этого. Насколько помню, по-моему, в Татарстан. Нет, сначала в Челябинск, а потом вернули в Татарстан он был на хлебные из Татарстана, места. Да? Да. Вот так. Сейчас вот так в Беслан вот такой он такой же многоконфессиональный, многонациональный.
в какой-то степени промышленность еще там работает. Вот такой вот город обычный. Ну, в общем, вот я тебя слушаю и так понимаю, что ты практически всю жизнь по заграницам, и, наверное, тяжело всю жизнь жить за границей. Ну, не знаю, мне нет. Мне не очень тяжело. У меня больше вот теоретически, когда я вот со стороны на себя смотрю, мне себя иногда жалко. Вот. А вот внутреннее мое состояние такое, ну нет, наверное. Я все-таки у меня какой-то есть скилл, что я вот легко адаптируюсь в разных странах. Я из детства мы часто ездили. Мы там иногда в Средней Азии, там у меня родственники, и вот я вот в Центральную Азию всю изъездил. И для меня это не очень, не очень сложно. Единственное, бывает, да, обидно, что не всегда поедешь. Я вот там вот в 2018 году. То есть вот после этого всего с Амелиной я вот попал в какие-то профилактические там списки, и у меня вот как-то так все пошло, что вот поехал в 2018 году в Москву, и ты сам знаешь, там тоже там милиция меня почему-то встречала там на вокзале прям. Архан с Надей меня да, кстати, отбивали. Архан, который мы вспоминали, да. Вот, и вот так вот. Больше всего мне обидно, что моей старой матери приходится ко мне ездить сюда, чтобы меня увидеть. Вот это вот меня очень сильно задевает. Ну, что поделать. Твоя очередь. Моя очередь. У меня один вопрос остался, пару вопросов к тебе. Ренат, вот ты работал на издательском ресурсе, вернее, информационном ресурсе islam.ru. Ты был знаком с... Твоя исламская практика началась вот именно в то время, когда происходило возвращение ислама как религии, да, на территорию опять России, в сердца людей, которые живут в России, мусульмане этнические. Очень часто я вот смотрю по действиям молодых людей, то есть вот поколения они обновляются, и появляются активисты с активной социальной позицией, религиозной позицией люди. И я смотрю, что они абсолютно не понимают или не знают и не хотят обратить внимание на то, что до них тоже что-то было, что в конце-то концов 90-й год развала Союза, то есть это 33 года прошло с тех пор. За эти 33 года у этих 33 лет есть своя какая-то история, есть своя какая-то динамика, положительная, отрицательная, еще что. И вот мне интересно твой взгляд, как все-таки поменялось, в какую сторону поменялось мусульманское общество вот за эти годы? Положительная ли динамика и в чем она выражена для тебя? Это положительность. Вот что ты считаешь, вот это хорошо, вот это вот прям красиво, это вот радует, или вот, к сожалению, вот то-то. Вот, вот такими категориями можешь поговорить, оценить вот этот период, что все-таки, есть такие общие выражения, ислам развивается. Вот ислам развивается на территории России или он стагнирует? Потому что некоторых людей, их анализ чувствуешь, некоторые как будто все закончилось, все плохо, собираемся. Нет, естественно, ислам развивается, там, может быть, не так, как нам хотелось бы, может быть, стихийно как-то развивается, не совсем туда, как мы это видели. Но он просто развивается просто по цифрам, просто вот если технически взять, там, количество мечетей, количество там, мусульман самих, это увеличивается. Другое дело, что, может, количество далеко не всегда в качество переходит. Вот, да. То есть давай уточню вопрос. Если кто-то говорит, что у нас все хорошо, ислам развивается, нам все нам нравится, Россия, ислам, прекрасно. Что ты думаешь, за эти 33 года должно было развиться и не развилось? На самом деле, вот феномена именно российского ислама, как бы в кавычках, вот, русскоязычного ислама, вот, не как религия, российского мусульманства, так будем говорить, то есть вот как социальной реальности, мне кажется, ее не появилось. То есть есть некие мусульмане, граждане России, а вот именно такой вот общности российские мусульмане со своей какой-то культурой, мировоззрением определенным,
То, что выражается в слове «умма», ты говоришь, как «умма». Какой-то вот уммы российской, да, со своими институтами. Вот умму я тоже для себя определил. Умма — это что такое? Это некая идеология, мировоззрение, институты и элита. Какие-то вот люди, личности, которые это реализуют. Вот этого, мне кажется, по большому счету не появилось. То есть у нас есть как бы ислам как религия, есть мусульмане, которые его исповедуют, граждане России там, или которые живут в России, а вот уммы нету. То есть как-то вот на бытовом уровне осталось, да? Это уже дальше, чем бытовой уровень. Все-таки это уже есть и мечети, есть как бы и много соблюдают там. Но вот именно как сообщество полноценного, настоящего, его нет, конечно. И мы, когда вот Ислам.ру был, тоже на 2000-х там говорили, вот у нас будет российская умма, думали, какая она будет, какой она должна быть, как бы вот на это работали. Но вот этого нету. Нету элиты, нет мусульманской, нету мировоззрения, нету институтов практически. Потому что даже духовное управление, они во многом, очень многие завязаны просто на какого-то человека. То есть вот этого муфтия убери, и этого муфтията не будет через некоторое время. Он либо развалится, либо его упразднят, либо другие муфтияты его разделят. То есть это не как РПЦ, который существует уже вне зависимости от того, кто система, патриарх. Да, это системный институт государственности. Вот с исламом даже такого не произошло. То есть это во многом такое, конечно, до сих пор остается в некотором смысле, при всей его многочисленности и весомости, миллион людей, становится, в общем, достаточно маргинальным явлением для России. Вот как это ни странно звучит. Но проблема может быть вот в том числе в том, что среди самих мусульман у нас нету, к сожалению, вот это вот, то, что ты говорил, некой культуры преемственности поколения, накопления опыта, вот, исторической памяти, что у нас вот правда получается раз, новое поколение приходит и все с нуля начинает, опять 25, все то же самое, опять какие-то совершенно банальные уже набившие оскомину вопросы обсуждает, перепроверяет вот там на уровне, там, как перепроверить таблицу умножения или там таблицу Менделеева, опять начинает вопросы фикха какие-то поднимать уже, которые 1000 раз давно всем известные. И это большая проблема, потому что нет накопления и нет воспроизводства, нет продолжения. Наверное, можно найти массу врагов, которые вредят, которые на это сознательно работают, но я не сторонник как бы все списывать, чтобы не происходило с мусульманами на какие-то вот злобные силы. Они делают то, что должны делать, это их тоже работа, это их идея, как бы странно, если бы они этого не делали. Да. Мы должны всегда во всем видеть причину в самих себе. Аллах Субхану в Коране говорит: «Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир». Все, что вас постигает из бедствия, это по причине содеянного вашими руками, и Аллах еще прощает многое. Вот, то есть я с этим согласен с тобой, что в итоге, вот как в семье, да, там, что бы там ни было, все равно ответственен за это мужчина, да, как в государстве. Что бы там ни произошло, много может быть виноватых, но ответственен за это кто-то. Вот, поэтому, что бы с нашей умой не происходило, ответственен за это мы. И как ты думаешь, это такая большая тема, широкая, но хотя бы, может быть, какие-то тезисы. То есть если сейчас мы все-таки находимся в каком-то неудовлетворительном состоянии по нашей оценке, по твоей оценке, я тоже так считаю, то вот путь от этой точки А, пусть она будет А, она, да, не начальная, пусть она будет там А+, до точки Б, например. То есть вот это движение, чем должно быть обусловлено? Что бы ты выделил в приоритет из направлений, которые обеспечивают развитие? То есть развитие же может быть как бы в разные времена обусловлено либо там технологическим прогрессом, либо финансовым, да, там построением финансовых институтов, либо интеллектуальный какой-то, либо духовный. То есть ты бы на что расставил приоритеты? Вот давай я как мусульманин, у которого есть возможность заряжать чем-то людей, какими-то идеями, и есть возможность условно материальная в какие-то проекты вкладываться. Ты бы какие ниши выделил, что вот там у нас очень плохо, и вот хорошо бы, чтобы туда направились люди, которым не безразлично, в каком состоянии мы? Вот я не зря же говорил про вот что такое умма. В первую очередь это надо воспитывать мусульманскую элиту, людей, которые могут сформулировать повестку,
и в конкретный момент вот понять ситуацию и сформулировать. А есть в самых разных областях, русскоязычном обществе возможность воспитания этой элиты? Или все-таки это где-то за рубежом? Это сложно, естественно, всем понятно, что это сложно, и понятно, почему в первую очередь как бы вот эта элита появляющаяся, она сразу снимается, потому что, естественно, лидеры как бы в первую очередь, конечно, против лидеров и работают. Угу. Не, я сейчас не говорю возможность вот физическая, им же где-то нужно вырасти. Они же где-то должны вырасти в эту элиту. Что для этого? То есть что им нужно? Идти в какие-то науки, идти в практику каких-то, развития каких-то областей? Чего вот для этого не хватает? Это по склонностям. То есть элита — это же как бы люди, вот, они реализовавшие себя уже сами в какой-то области и знающие, как помочь себе в первую очередь и остальным. То есть, надо, наверное, как-то им помогать если вопрос раскрываться. Такой, что, окей, хорошо, нам нужна элита. Что надо сделать практического, чтобы она появилась? Что в наших силах сделать? Вот ты бы, какие бы выделил шаги, если ты... Я люблю на исторические какие-то примеры ссылаться. Хотя бы было, допустим, революционное движение в царской России. Они старались готовить свои кадры, какие-то партийные школы, находили какие-то деньги, жили там впроголодь, вывозили людей из России, воспитывали их, там Горький, там им на острове Капри какие-то лекции читал, там не только у большевиков, у всех революционных партий были похожие. То есть они старались воспитывать людей, интеллектуально развивать, там, соответственно, своими теориями там всячески, хотя бы что-то подобное. То есть как пророк, Даруль Аркам тоже, да, собирал людей, учил их, просвещал их, образовывал, давал им знания, которые им нужны, занимался воспитанием. То есть это одна и та же схема, как бы, да, что нужно вкладываться наверное, технологии, в людей. они примерно они разные, в человечестве общие. Потом пример, тоже пример такой критический период в истории России, опять же, это революционный. Если взять тогда мусульман, там Кавказ был меньше тогда вовлечен, это касалось больше мусульман такого тюркского, поволжского ореола. Тогда например, татарское национальное и религиозное движение было, не в пример гораздо более серьезным и сильнее, чем оно было даже в 90-е. Была своя национальная буржуазия. То есть люди, которые имели большие капиталы, какой-то бизнес серьезный в тогдашней Российской империи, серьезные позиции, и они считали за правило вкладывать деньги в образование в первую очередь, в просвещение массовое, в общественные организации. Они считали это необходимым даже для себя, для своего бизнеса, потому что мы должны это создавать вокруг эти круги религиозные, общественные, чтобы просто даже свой бизнес защищать. То есть надо укреплять свою общину, надо строить эту сеть, надо этим умостроительством заниматься, как мы это потом стали называть. И была эта национальная буржуазия, которая это финансировала, была сильная очень с традицией, с глубокой, укорененной, с воспроизводством, с историческим опытом категория этого духовенства. Да, так, понятно, что это для ислама это термин такой условный. Религиозных деятелей, которые тоже имели определенные учебные заведения, где они готовились. Они были в очень плотной связке. И потом появилась еще интеллигенция, которая даже дошла до того, что в 2 и даже в 3, по-моему, государственных думах из 4 мусульмане имели свои даже фракции. Пусть они были немногочисленные, но они были. Твой земляк Цаликов тоже, например, был членом Государственной Думы, и потом учительного собрания тоже. Причем, кстати, он был избран от Самарской губернии, то есть татары его избрали, Ахмед Цаликов. И финансировали, кстати, как раз в основном эти татарские эти предприниматели, эта буржуазия самая. И просто это к чему веду, что эти 2 фракции, они в 3 думах смогли сформировать фракции, и даже потом еще они разделились между собой, там было 2 фракции, одна более умеренная, такая либеральная, другая более такая на левых позициях была. То есть настолько это бурлило, это шло развитие, да, оно как бы прекратилось, как все, в общем, прекратилось в тогдашней России с гражданской войной и с приходом уже как бы большевизм укрепился, там потом Сталин, понятно, что все это закончилось. Но движение было очень серьезное, и этот опыт очень важный, его надо знать, надо изучать, надо просто брать пример часто, конечно, критически,
И это касается всем, и интеллигенции мусульманской, и так, в таком широком смысле интеллектуалов, и предпринимателям, и религиозным деятелям. Ну вот, переходя тогда сразу мостик, перекладывая от того предпринимательства, в том числе социального, к современному, ты же вот сейчас для себя как бы сформулировал и выбрал основную стезю, это вот так называемое социальное предпринимательство. Вот это что вообще такое и какое это имеет отношение вот к нынешним мусульманам в России, ситуации и русскоязычном пространстве? И вообще какие у этого перспективы, учитывая, что как бы вот даже последние недавние скандалы, вот все вот эти вот связанные с сбором денег, какие-то социальные инициативы, благотворительность, уже таким это. И так это никогда не было, особенно не внушало доверия ни у кого обычно так. Если деньги собирают, значит точно какой-то кидалово. Вот. И еще вот теперь уже было до этого такое отношение, а так теперь еще и новое добавилось. Ну, наверное, с термина начну. Я вот так себя определяю, как социальный предприниматель. Что я вкладываю в это понятие? Оно, на самом деле, это не я придумал, оно есть, но оно редко звучит. Я вижу для себя, вот, ну, у каждого человека какая-то миссия есть, да, для себя в жизни. После принятия ислама я вот поехал учиться. Поехал я учиться, чтобы, ну, так смешно сейчас звучит, чтобы не быть обманутым, да, как бы, что все-таки там человек советский, со всеми этими подозрениями, а может, я не туда вообще меня занесло. Вот. Но в ходе учебы, общения с людьми, которые, ну, ученые этого мира, да, там, исламского, я стал перенимать вот такой взгляд на жизнь, что я должен быть как-то полезен в этом мире. Передо мной ставится такая миссия вот, общего такого характера и Кораном, и Сунной, которую я изучаю. И у меня возникали вопросы, чем я буду, на что я буду тратить свою жизнь. Да? И в какой-то момент я сделал осознанный такой выбор, что я буду тратить свою жизнь на строительство проектов, которые будут частью вот какой-то общей мусульманской инфраструктуры, будут полезными. И вот тут уже появилась такая развилка. То есть для меня социальные проекты делятся на две части. Гуманитарные в том смысле, которые решают проблемы людей вот сейчас насущные, голод, холод и так далее. Вот. И проекты образовательные, просветительские. У меня есть запрос психологический на представление мира в виде общей картины. И поэтому я как бы отчетливо понимал с самого вот прям начала моей учебы, что есть вот причинно-следственная связь у количества бедных, количества социальных проблем. Она связана в том числе не несостоятельностью людей самих, то есть со слабостью самого общества в плане интеллектуальном, образовательном. То есть люди образованные зарабатывают больше могут и помогать, скажем, тем же бедным. Поэтому мое всегда такое как бы желание было быть полезным именно вот в таких стратегических вещах, которые дают какую-то логический завершающий ответ на то, для чего это все делается. Да? И поэтому я вот свое время, свои способности, свою жизнь с какого-то там времени уже осознанно трачу на создание, реализацию проектов в области образования и просвещения. Вот для меня первым серьезным таким проектом был Академия Медина, когда мы ее создавали. На сегодняшний день у нас 240 тысяч учеников там зарегистрировано. Вот когда появился интернет, я вот сразу в этом увидел такую возможность масштабировать сильно вот все, что ты хочешь делать. Поэтому я занимаюсь социальными проектами в области образования и просвещения. И если про технологии, то это больше онлайн-проекты, да, такое дистанционного влияния на людей, благотворного, надеюсь, влияния. Второй проект тоже у меня был, вот Алиф ТВ, вот он и есть. У нас уже вот, у нас там табличка 1 миллион нам прислали, когда было подписчиков. Сейчас 1,2 миллиона у нас, мы его вместе с тобой тоже реализовали. Поэтому эти проекты все часть моей такой жизненной миссии. Вот. И эта миссия
если ее определять, а посредством какой профессии ты свою миссию реализуешь, она вот так и называется, некое такое социальное предпринимательство. Мне нравится что-то начинать, что-то создавать, но вот продолжать это я не могу из-за своих скиллов психологических. Поэтому, чтобы то, что я начинал, продолжалось, обязательно для этого нужна команда. Со способностями это делать уже постоянно, системно. Поэтому я как бы этим словом предприниматель, оно это и определяется даже в бизнесе. Предприниматель — это не тот, кто управляет бизнесом, а, скорее всего, тот, кто рискует, чтобы его начать. А дальше уже должны другие люди подключаться. Ну и на сегодняшний день это два основных проекта, которые я пытаюсь развивать, вкладываться в них. Очень благодарен всем, кто со мной работает тоже в этих проектах. И отвечая сам себе на свой же вопрос, который я тебе задал, я тоже считаю, мы с тобой в этом единомышленники, что вкладываться нужно и очень долго, и очень много времени нужно вкладываться именно в подъем интеллектуального состояния наших людей. Что я, скажем, по своей жизненной практике даже, мне приходилось очень много людей нанимать на работу. Сейчас в моменте около 150 человек под моих разных проектах работает. И я понимаю, какой кадровый коллапс у нас. И этот кадровый коллапс, он не вызван не тем, что мне нечем заплатить, скажем, людям, а тем, что просто нет людей, которые... Некому. И я постоянно нахожусь в таком состоянии, что, в принципе, я всегда у меня есть какое-то количество людей, которые они не дотягивают до этого уровня, но других нету. И в таком состоянии это сложно, и истинные профессионалы, они тоже их это обижает. Но такое у нас прям очень плохо. И если искать причины, почему у нас такое состояние, что у нас на самом деле не популярно все-таки еще в мусульманской среде, не популярно долго что-то учить, читать, понимать, анализировать. Мы в большинстве своем хотим очень простые ответы на очень сложные вопросы. Мы плохо знаем историю, поэтому не знаем, как это работает. Кажется, что я сейчас сам могу придумать, как должно все работать. Поэтому и популярность иногда таких крайних проявлений, скажем, ислама, она тоже этим обусловлена. Потому что есть пассионарная молодежь, например, да, которая со страниц Корана видит, что у нас, как у мусульман, есть определенная миссия, а уже технология реализации этой миссии, это же такой сложный процесс. И когда ты получаешь легкий ответ на эти сложные вопросы, да, согласен, ты можешь свалиться в такие ямы, потом будешь долго еще страдать от этого всего. И мы раз за разом на каждую включенную светильник, мы как мотыльки летим, сжигаемся, крылья наши обжигаются, мы погибаем. И потом не можем массово просто проанализировать и сделать выводы, потому что не хватает именно этих скиллов, то есть не хватает знаний просто, не хватает образованности. Поэтому меня обижает эта популяризация спорта, например, не прекращающаяся и постоянно набирающая обороты. Потому что есть же другие ниши, от которых зависит намного больше в нашей жизни, и они намного плодотворнее отразятся на жизни всех. А мы все лезем почему-то в спорт и это популярно. Ну, спорт, ты имеешь в виду профессиональный спорт, который шоу фактически стал. Я сейчас не про здоровье, да. Я не про здоровье. Мусульман, у меня есть, например, в семье таких 3 столпа, которые обуславливают, чем мы занимаемся, например, с детьми. Да? Обязательно должно быть духовное развитие, обязательно должно быть интеллектуальное и физическое развитие. То есть я не против этого. Но когда это делается основной профессией по жизни, и что на нее нужно потратить 15-20 лет своей молодости, когда ты мог стать чуть ли не академиком, а ты стал бронзовый призер чего-то, а потом что, дальше что. И оттуда уже и смотришь, когда у нас депутаты, сенаторы, главы, министры
они в лучшие свои годы, они только занимались спортом, и вот, соответственно, они и управляющие, как бы, да, тоже на местах. И вот меня такое. Поэтому вот так вот, да, это вот то, чем я решил заниматься, и надеюсь, что Аллах Субхану ва Тааля поможет мне продолжить этот путь. Аминь. Тогда я, наверное, в завершение некие орг-вопросы обозначу. Мы планируем этот подкаст делать еженедельным, так что присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, дизлайки, подписки, пользуйтесь VPN, скачивайте, чтобы за просмотры подкаст получал какую-то прибыль. Комменты, вы знаете где. И встречаемся, значит, в субботу, каждую субботу, иншаллах, вечером после намаза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я тоже со своей стороны такое заключение позволю себе. Ну, во-первых, поблагодарить за терпение хочу всех, кто досмотрел. Мы сегодня поговорили обо всем понемножку. Как сказали в самом начале, что это был план такого ознакомительного подкаста. Вот. Дальше постараемся делать более предметные, тематические, погружаться глубже, приглашать гостей, именно которые будут обуславливать саму тему. Ну и от вас хочется обратной реакции, уже начиная с этого подкаста, как говорили, по темам, идеи, подсказывайте нам, оценивайте нас тоже с Ринатом как ведущих, и поддержка ваша в виде просмотров, лайков, как сказал Ринат. Вот. Поэтому джазакум Аллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.